до своих сегодняшних дней от войны до войны живу. Вот это время для меня важно тем, что очень раскрыло сущность людей. Но люди в России не уходят с первых позиций. Ну, зря. Страна у нас очень такая великая держава, которой, правда, единственного не хватает – это великодушие. Ну, вы теперь предатель. Напомню, в чем я предатель-то? Надо все говорить родине, прийти и помочь этим. Это необходимость. Как надо не уважать свою страну, чтобы сказать, что из нее бежали, что тюрьма, что ли, какая-то. Ребята, научитесь говорить правду. Почему мнение людей неглупых так пресекается? Ты не представляешь, как мне жалко, что вот это все происходит. Потом все кончится, а людей уже не вернешь. Передо мной сидели смертники. Вы это понимали? Конечно, но мы уже назад-то куда нельзя. У меня все-таки много было браков. 5. Минуточку. Я чувствую себя, да, что вот и для меня живут. Вот, ну, пожалуй, первый раз в жизни. За мою жизнь я столько шрамов получила на душе, что я практически неуязвима. Катюх. Здрасте, здрасте. Привет. На пороге здороваться, конечно, не очень хорошо. А вы переступили. Нормально. Ну, пойдем. Как солнечно для Да. нашей Латвии. По заказу, все по заказу. Рояль. Да, тут Паулус каждый раз приходит, тут дня через 2 придет, будет играть. Это А прям... вы? Да я играю, но это мне, ты ж понимаешь, это... с такими ногтями уже ничего не сыграешь. То есть если выбирать между ногтями и... Раньше выбирала рояль, а сейчас Ну, когти. Видишь, задевают. Не Паулус. Я думаю, что дома нам сидеть смысла никакого нет, поэтому давай пойдем лучше на лужаечку, у нас там местечко есть хорошее. с какой стороны вам лучше сидеть? Да мне какая разница, ну давай здесь. Потому что в жизни говорят, ой, какая вы красивая. Смотришь на фотографии там или еще куда-то, думаешь, боже мой. Свет не тот, синяки под глазами, получается там еще что-то. Но это мне уже, честно говоря, не важно. Выньте руку из рукава. Чему? Во, все. А зачем? А потому что, когда в кадре будет по-другому, чуть-чуть я просто... Это модно. Ну, модно, но чуть-чуть, да должно торчать. А то скажут, что Пугачева прячет руки. А знаешь, почему прячет руки? Потому что ребят снимала на кухне, я сказала, руки дрожат. А мне действительно трудно было стоять. И все заговорили, что у меня трясутся руки. Поджилки иногда трясутся, а руки еще не дрожат. Я вообще чувствую себя по своему возрасту очень неплохо. Единственное, что те детские болезни, но я все-таки послевоенный ребенок, и те детские болезни дают уже, конечно, знать себя. Тогда все болели, но ничего. Тогда вроде выдержала, а сейчас вот уже они как-то стали проявляться. Ноги как-то стали болеть. Я побежала к врачу. Я говорю, а что у меня так это ослабели ноги? Это мой врач любимый в Москве еще. Он говорит, статины пьешь. Их не пить тебе нельзя. Но от них я многое узнала. От них немножко ослабевают ноги. Я стала их развивать. И ничего, нормально. Бесит это все? А что мне? Наоборот, веселит. Понимаешь, у меня родители до 64 лет дожили и ушли. Бабушка 74. Ну, правда, дед у нас такой был долголетний. Моя прабабушка была тоже очень такая. Я, видно, в отцовскую все-таки породу. Там были долгожители. И дед долго жил, и все. В принципе, у меня есть для чего и для кого жить. Вот. А я тебя не видела, Гарик. У меня, когда есть цель, тогда появляется и желание жить. Потому что я не понимаю, когда человек говорит, все, я не могу, вы мне скажи, я не хочу жить. А у меня есть цель, я счастлива. Они мне дают какую-то 10-ю молодость, и не могу пожаловаться. Я понимаю, что кому-то это будет неприятно слышать, но я довольна.
своей жизнью. И, может быть, поэтому я тебе даю интервью, чтобы, может быть, какие-то сплетни, эти дурацкие мифы, на которые, в принципе, я махнула рукой давно, я это делаю для них. Это как документ. Вот если вот какие-то есть вопросы, я на них отвечу, на которые я даже не собиралась отвечать. Да мало ли что, завтра-то, понимаешь? Ну, мало ли что. Пусть останется документ для людей, так же, как я сделала концерт по скриптам. Это, да, на 70 лет. И мне нужно именно сейчас, раз такие мысли появились, понятное дело, почему, думаю, Катьке расскажу все, уж так и быть. Я хочу, чтобы дети знали правду о папе и о маме. Ну, а то, что творится в мире, они сами знают. Как они дома вас называют? Дети, мамулечка. Макс, булечкой. Булечка? Ну, булечка я. Он у меня Масяня. Масик. Я всегда слышу, что вас называют Алла Борисовна. Можно я буду говорить Алла? Конечно, ну что ты. Ну, чтобы как-то мы были. Да, ну, Алла Борисовна меня с детства зовут, и это невозможно уже. Я понимаю, что у меня нет ни одного шанса сделать это интервью беспристрастным, объективным, вывести вас на какую-то чистую воду, потому что я бесконечно вас люблю, и это будет интервью с любовью. Но мы с вами договаривались о том, что, по крайней мере, попробуем на все вопросы отвечать честно. Так, алло, когда я нечестно отвечал? Ну, конечно, честно, Катенька, ну что ты? Слушайте, ваша жизнь – это большая мистификация, всегда была. Ну, в принципе, да, я, наверное, внутренне совсем-то не раскрываюсь. Это мое личное, это знают только близкие. Так что в образе много лет, но в любом образе надо быть, оставаться честным человеком. Как вы принимали решение об отъезде? Вот февраль 22 года. Я так понимаю, что вы в этот момент в Москве, а Максима нет. Ну, давай тогда, ладно, не хотел на эту тему говорить. Дело в том, что Максим был за границей, я дома, и мне нужно было поехать на лечение в Израиль. Они меня просто спасли тогда, потому что там был доктор, который мне был нужен очень, очень. Как только я уехала, такое началось. Этот священник дурной, этот, как его Ткачев, какое счастье! Очистился воздух, она уехала. Я и не собиралась уезжать. Но думаю, наверное, это так его мнение просто. Потом, поскольку мы против войны, накинулись какие-то люди, что-то писали на Останкино. То есть сплошные оскорбления. Ну, раз не нравится, начинаешь думать, что тут делать тогда. Мои друзья мне сказали, с тобой хотят поговорить, а Макс тоже высказался к тому времени. Я говорю, ну хорошо, давайте поговорим. Поговорить в смысле? Поговорить. Этот Кириенко. Ну, Сережу я знала и всегда к нему хорошо относилась. Думаю, ну пойду, поговорим, может, что подскажет. Поговорили. Но он сначала говорит, что, чем недоволен? Я говорю, я недовольна вседозволенностью. То есть я, в принципе, могу отказаться от всего, так сказать, и все пережить, и все мимо ушей пропустить. Но меня очень волнует это именно вседозволенность в сторону нашей семьи. Я считаю, что это очень плохо, потому как они порепетируют на нас, и я волнуюсь за вас. Ну, он говорит, ну, собираетесь уезжать? Я говорю, да нет. Я говорю, а что мне выезжать? Он говорит, да и правда, я тут почитал. И смотрю на столе рядом все материалы про Макса, что он сказал, как он высказался. Он говорит, я вот тут посмотрел, это понятно, в эмоциях человек. Он такой чувствительный, он же артист. Так что я не вижу никакого повода вам волноваться. Я говорю, ну подождите, вы предупредили хотя бы, что нет свободы слова уже? Говорит, не волнуйтесь, это все нормально. Все, чую, что-то не то. Вот в воздухе что-то висело. Я даже его поцеловала. Сказала, пока, Сережа. Я знала, что я уже с ним вряд ли встречусь. И у меня просто какое-то чувство было, как подозрительно, так приятно и подозрительно, что все так легко оказывается, что все организуем, посмотрим, запретим, там, не знаю что. Живите спокойно, вы там наша гордость национальная. Я на крыльях поехала в гости к Игорю Николаеву. Там был Игорь Крутой. Я говорю, Игорек, слушай, есть нормальные люди. Вот Кириенко, говорю, я просто
в восторге, как он все это понимает правильно. Через 2 дня дали иноагента. Представляешь? Естественно, мне вот мои друзья, которые меня туда привели, они сказали, не думай ни о чем, не думай. Это просто нет контакта, вот сейчас еще нет такого контакта с Минюстом и вот с властью, нет такого-то договорника по общему, по одному мнению какому-то. Что-то говорит, как-то странно. И мне пришлось подумать на эту тему. Почему? Ладно. Но когда дети пошли в школу после этого, когда иноагентом, так сказать, как я говорю всегда, прозвали иноагентом, а дети люди добрые, они начали троллить. Троллить? Ну, конечно, потому что вы дети шпионов, ваш папа иноагент и все такое. Враги. А это как в «Детях Арбата», папа Ленин враг народа. Мы собрали чемоданчики, позвонили папе, что мы выезжаем. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провести, и уехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит, понимаешь? Я написала что-то, объявите меня тоже иноагентом. Потому что я не понимаю, почему мнение людей неглупых так пресекается. Потому что я считаю, что вообще в государстве должны быть разные мнения. Как ты решишь правильно? Если у тебя может быть только одно мнение, и другие все пресекаются. А вы думаете, что можно высказываться против войны в стране, которая ведет войну? Можно. Но я думала, что можно. А вы могли бы промолчать? Максим мог бы промолчать? Вы с ним говорили, там, промолчи, вот мы живем спокойно, все хорошо, дети ходят в школу, давай останемся и будем молчать. Нет. И я бы не промолчала, потому что мне лучше было бы уехать. Конечно, я знала, чем это может закончиться. И Максим не промолчал бы. Потому что, Катя, есть такое понятие, как совесть. И совесть, Катя, она дороже славы, дороже роскоши, дороже всего. Особенно в моем возрасте. Ты же в последнюю минуту будешь думать о том, что ты сделал. И как ты относился к людям, там, не знаю. Нет, это совесть. Не плачь. Я не плачу. Все. Сказать родине, что она не права, это патриотизм? Конечно. Надо все говорить родине. Прийти и помочь этим. Это необходимость, разность мнений, дискуссий, дебатов. Это важно. Как можно иметь только одно единственное мнение и не прислушаться к тому другому? Потом из этого сделать свое мнение. Из мнений всех остальных найти лучшее и тогда уже решать что-то. Неприятно это было все. Тем более, что ни вилл у нас не было, ничего не было. Денег. То есть вы ехали вообще в никуда? В никуда, абсолютно. И когда нам там пробивали гражданство Израиля, потому что это необходимо в той стране, где ты живешь, чтобы у тебя были какие-то... То есть вы ехали, у вас и гражданства Израиля еще не было? Не было. Макс стал думать, как работать, то есть сосредоточился. Так по сей день. Отец, слышь, рубит, а я, значит, отвожу. Да, это, конечно, неприятно, потому что, так сказать, практически тебя выдворили. Нельзя, оказывается, ничего говорить. Меня это поразило. Я же не хочу заканчивать свою жизнь опять при сталинизме. Но, Катя, но я родилась при сталинизме. Это были сплошные запреты. Даже когда умер Иосиф Виссарионович, как все показывает, все рыдали, там толпы людей давили друг друга. Слушай, такой праздник был. Кого не спросишь, просто праздник. Но запрещали ей все равно. Потом возвращались репрессированные с ГУЛАГа. Тоже это все время нервы были, потому что... А они через ваш дом проходили, получается? Ну, родственники-то были, да. Ну, конечно, да. Надо было им помочь, и все. Но я, хоть и маленькая была там, но я понимала, что к чему. Особенно, когда Пасху запретили. Ну, запрет. Креститься надо тайно. Крестили нас лет в 11. Уже, видишь, значит, все равно были все эти запреты. Все время запреты, понимаешь? И длинные волосы позже, когда уже нельзя. В трамвай садишься, написано «не высовывайся». В метро зайдешь, не прислоняйся. И все время вот это «не». Ну, как-то это все поднадоело.
Ну и плюс ко всему, с детства я помню, что мы своих родителей, мне было лет 13, брату 12, был этот Карибский кризис. Ой, они просто рыдали, обнимали нас, как будто прощались. То есть все было настолько на волоске, но, слава богу, договорились. Вот умение договариваться – это и есть мир настоящий. А решать проблему, так сказать, «Чё ты не... я сейчас тебе морду...» Это, конечно, недальновидно. Получается, что я до своих сегодняшних дней от войны до войны живу. Карибский кризис, Суэцкий кризис, Афган, первая чеченская, вторая чеченская. Я уж не говорю, там Даманский остров, этот полуостров, когда китайцев наших порезали. Это такая трагедия для меня была. Она же лично вас коснулась. У вас жених там был. Это на Суэцком. Он на Суэцком был? Да, Валерий Романов. Он, кстати, здесь был большим начальником в местном КГБ. Большой умный парень такой. Чуть не погиб там, действительно. Ну, короче, видишь, что творится. Причем особенно Первая Чеченская война мне запомнилась, потому что я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек, красивый человек. А жена какая? Ой, какая жена. Художница, писательница, политик. Мне даже стыдно. Она звонила мне, как будто думала, что я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Ничем. Мне сейчас даже стыдно ей привет передать до сих пор. Алла Федоровна, если вдруг увидите это интервью, я прошу прощения. Ну, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив, чтобы чем-то вам помочь. Ничем не могла. В этом причина того, что вы никогда не ездили на фронт петь? Послушай, я послевоенный ребенок. Я знаю ветеранов, которых уже давно нет в живых. И я знаю о войне, может быть, больше, чем нынешнее поколение, что это такое и что это за кошмар. Но они от своих родителей, они всегда молчали. Но когда ветераны приходили, они старались об этом не говорить. Но я знала, где они разговаривают. Они могли в кафе поговорить об этом. Все, это просто катастрофа. И мне никогда не хотелось, чтобы это повторилось. Никогда. Я не знаю, кому это нравится война. Пожалуй, никому. Тем более, когда война, так сказать, с братьями. Бородин, приготовься. Доносчики и стукачи. Внимание! Все это неправильно. Но, по-моему, единственный из политиков, который имел мужество признать ошибку, переосмыслить ее, это Горбачев. Мужество покаяния. И цели войны мне важны, понимаешь? Защищать Родину я первая побегу, хоть на костылях. А когда я не понимаю, что происходит, и когда понимаю, что происходит, это тоже ужасно. Когда гибнут люди наши и другой страны, это невыносимо. Я все время думала, что да что ж такое? Да почему? Ну, чего нам не хватает? Но я поняла, что это все-таки свойственно любой власти в Советском Союзе и в России – это гордыня. А гордыня – это грех. Вот это вот ужасно. Казалось бы, вот у меня брат был невыносимый человек, просто невыносимый. Тоже КГБшник. Он же военный был изначально? Ну да, военный. Облучался на китайской границе в Семипалатинске. И дети мертвые рождались. Был специалистом по связи шикарным. В Афган зачем-то его послали, там что-то со служивцем поехали. И когда началась там, я не понимаю, бомбежка или стрележка, там что-то, он держал его за руку, и они за руку бежали вдвоем куда-то, чтобы спрятаться. И он добежал до какого-то укрытия и говорит, ну все. А у него только одна рука этого друга. Можете представить травмы тех людей, которые сейчас воюют? Ты можешь себе это представить? Тоже не могу. Потому что не хочется крови в 21 веке. Мне кажется, что уже политика должна быть дальновидной, дипломатия на высшем уровне, умение договариваться не страхом. А это что, так сложно? В советское время была у вас идея удрать? Ну, уехать из страны и не вернуться? Нет, конечно. О чем ты говоришь?
удрать. Ну, представьте, какая карьера бы вас ждала, например, в Швеции, где вам группа Абба предлагала спеть в мюзикле «Шахматы». Да мне много что предлагали. Предложения были совершенно потрясающие. Кино сняться, русскую играть. И вот мюзикл «Шахматы», и с кем-то спеть. Что самое крутое было из предложений? Но я считаю «Шахматы», потому что для меня это были очень близкие, замечательные люди. Я их обожала и очень часто туда приезжала. И вот в один из таких приездов они позвали меня на студию свою шикарную. Как сейчас помню, Бенни за роялем сидел, а Бёрн там. И со мной рядом шведская переводчица из шведского посольства Марианна. И они мне с такой радостью, с такой, счастьем, они мне говорят: сидишь крепко, сиди. Мы тебе предлагаем роль Светланы в нашем мюзикле. И я такая: боже, как это классно, very good, that's beautiful. А это вдруг с меня говорит: тихо, спокойно, вы не должны соглашаться. Но они не понимают, что она говорит. Я говорю: а почему? У вас в Советском Союзе семья, родители, дочь. Мало ли что будет. И у меня слезы градом. Ничего не могу свое поделать. Они думают, что я от счастья доплачу. Он встает, меня так: Алла, don't cry. И я даже не знаю, как им это сказать. Я говорю: я не могу. Что с ними было? Но Бенни почему-то сразу встал и вышел. Бёрн так, он говорит: а что, почему? Я говорю: я не могу, потому что, такие обстоятельства. Потом уж мы с ними разговаривали, он говорит: что-то, надо было согласиться, а потом мы все придумали, и маму, и папу сюда. Я говорю: да вы не понимаете, что я, если не вернусь в Россию, это не я. Но это же, и уже объясняли, что это же всего на год подписывается контракт. Нет, пришлось отказаться. Не, серьезно, вы никогда не думали о том, чтобы уехать? Представляете, какая карьера бы вас ждала? Мне предложений было много. Один раз я, конечно, была очень, так сказать, возмущена, разочарована. И мне предлагали, фиктивный брак такой, не буду называть кого, чтобы уехать в Америку. Но не могла я. У меня 5 дней за границей, и мне уже тоска по дому. Не по родине, а по дому. Мне скучно, мне непонятно все. Я настолько русский человек, и того времени я не представляла жизни без России. Просто не представляла. А вот теперь, как видишь, не только представляю, а реализую это. Все, что Бог и делает, все к лучшему. Я не знаю, как бы я там сейчас себя чувствовала, и что бы это было, и с детьми, и... Нет. Вас в советское время обвиняли в том, что вы не поете гражданских песен, патриотических песен. Как это? Кто меня мог обвинить в этом? В фильме «Женщина, которая поет» ни одной патриотической песни. Подожди, К человеку. Я спела песню «Клавиши берез». «Клавиши берез», хорошо, это одна песня. А расскажите «Птицы». Ты мне дай список, а то я уже старенькая, я уже не помню, что я пела, но для меня это все были патриотические песни. Потому что патриотизм? Давайте так. Это любовь, не то что к родине, потому что для родины, для всех это по-разному. Это любовь к своим родным. Вот для меня родина. Там, где твои родные, это родина. Это место, где ты родился. Понимаешь, для меня родина уже кончилась по восприятию, что моя родина. Уже нет тех мест, уже нет тех людей, с которыми я на родине общалась. И теперь, конечно, это родина, но не голубей и воробьев, которые вот так вот мельтешили, понимаешь? И не лебедей и журавлей, когда там была перестройка, оттепель. А сейчас такое ощущение, что время пираний, понимаешь, которые должны друг друга жрать, сажать в тюрьму, арестов. Какое-то время нелюбви на этом свете. Это что? Не о родине песни, одуванчик, помнишь? Одуванчик мой-то. Может быть, я сумбурно это объясняю, но родина – это тоже любовь. И если родина тебя вот так вот с тобой поступает, любишь ты ее, не любишь, надо уходить из дома и доказывать, что жизнь продолжается, а не заканчивается. Мне, кстати, всегда кажется, что когда пробуют люди, они по большей части врут. Никто ничего не понимает толком. У меня приятели, которые понимают. Это другое дело. Я ориентируюсь так, вкусно или нет. Вы пьете? Я не пью, но вот за компанию могу пригубить. У меня просто после 90-х я видеть это и слышать не могу, и нюхать не могу, ничего. Потому мне приходилось выпивать. Ни один вопрос не решался без застолья, без выпивки.
Умные люди меня все время говорили, как, если ты вынуждена выпить, что нужно сделать? Что нужно сделать? Выпить кефир. До или после? Запивать кефиром можно. В процессе? То есть алкоголь кефиром? Да, водка если. Масса способов, как выпить, обратно залить, выплюнуть, куда-то вылить, вот так, знаешь, разговариваешь, он туда... Ну, это в зависимости от обстоятельств. Ну, и мне очень плохо всегда после алкоголя. Так, с музыкантами приходилось когда-то, ну, тоже конец гастроли. У нас сухой закон был, поэтому только когда заканчивались гастроли, мы накрывали стол, поляну и выпивали немножко. Ну, а так-то это в вашей вот природе, ну, вот напиться? Нет? Это у меня шутка всегда была, когда мне предлагали выпить, я говорю, послушай, говорю, я не пью, я напиваюсь. Напиться могу, а пить не люблю. Ответ был такой, свойский. Говорят, что вот единственное, что можно там чуть-чуть пить, это красное вино. Поэтому мы с тобой заказали. Ну, курить-то вы курите. Ой, Катя, Ну? не курила давно. И уже счастлива была, что все мне уже как-то растолстело, правда. И в 22-м году получилось, что Макс мне сказал, знаешь что, лучше кури. Ну, нервничала я очень. Я детям сказала, простите, дети, это ненадолго, это немного. У меня хорошие сигареты, поэтому я, ну, не скрывать я не скрывала. Я говорю, я немножко буду курить. Какая жизнь, такой образ жизни. Нет такой безмятежности, которой я мечтаю. Но умиротворение появилось, потому что я сама с собой в гармонии. То есть я знаю, что умиротворение меня может спасти, но никому не может помочь, если я буду без этого умиротворения. Правильно? Ну, тогда у меня будет тост за умиротворение. Нет, за безмятежность. Я ее жду, желаю. Ну, тогда за вашу безмятежность. Какая коробка вместо моря. Посмотрите, это как будто вообще молоко. Нет горизонта. Ой, а что происходит? Почему? А что это такое? Первый раз вижу. Мам, там даже корабли парят, как будто по горизонту. Ой, да, они как будто летят. Реально, как будто бы летят. Господи, это вот там, вот же. Да, видите? Слушайте, Что? ну это надо снять. Да, надо красиво. Обалдеть. Как будто бы поля. Паря. Я первый раз такое вижу, чтобы Да я тоже. летающий корабль на горизонте. Ну, и горизонта вообще не видно в этом смысле. Вот он. Понятно? Да. Фантастика. Да. Прям очень. Даже два летают. 3, мам. Алла Борисівна, дякуємо за підтримку України. Боже, мрія, серце вискакує з грудей. Дякую. Но я, знаете, что подумала? Вот у нас с вами 3 съемочных дня. Жизнь человека обычно делится на 3 таких периода. Когда он готовится тем, чтобы стать, кем он станет, когда наступает его звездный час, когда он пожинает плоды того, кем он стал. И я про эти 3 периода очень хотела бы задать вам про каждый вопрос, про самый счастливый день. Вот самый счастливый день вашего детства. Интересно, ты говоришь про 3 периода, а я думаю, ведь живут люди. Родился, потерпел всю жизнь и умер. Вот те 3 периода. А мне... Интересные 3 периода. Да. А мне что, мне даже некогда было задумываться о том, какие периоды. Меня так много училось. Была ситуация, когда в семье не было совсем денег. Работала с 15 лет. Напротив, в клубе первого часового завода. Я хорошо аккомпанировала. Меня взяли в кружок, где там, знаешь, все эти приходят, поют. Ну, самодеятельность. А как доработка была, я была уборщицей после этого всего. И неплохие деньги я заработала. Сначала 30 рублей, потом, по-моему, 35, что-то такое. Это было очень хорошо. Я могла купить утку, в духовке ее сделать, когда друзья приходили. Так самый счастливый день детства. Сейчас скажу. Когда в мае нас вывозили на дачу съемную. Маленький домик вместе с пианино. Я была на грузовике, на пианино. Я кресло, и мне можно было целый месяц не учиться, не играть. Я отдыхала. Вот это был у меня самый счастливый день. Я сидела, смотрела, и появлялись вот эти желтые цветы, лютики и одуванчики желтые, которые становились потом седыми. Вот, и поэтому я тебе честно скажу, что это был самый счастливый день в году. Помню, мне на день рождения подарили очень модную капроновую косынку. Какого цвета? Ой, она такая была как
голубенькая такая, капроновая, красивая. Она мне совершенно не шла, но я гордо, повязав косынку, пошла во двор хвастаться. Ну, ты знаешь, у меня много счастливых дней, потому что так вот один не скажешь. У меня совершенно потрясающие были какие-то периоды, и я была счастлива, ну, потому что я хотела быть счастливой. Вот первый раз я поехала на лодке ночью с соседом нашим. Он уговорил бабушку, чтобы я почувствовал это. Он меня на турбазу отвел через лес страшно. Там пели песни, и я что-то напела. И после этого он меня покатал на лодке ночью. Луна. Это было очень красиво. То есть мне, видишь, счастье приносили такие моменты свободы, красоты. И до сих пор это приносит. Вот ты мне говоришь на море, а я уже счастлива увидеть такое. То, что я никогда не видела здесь. Сколько раз бываю, но это же картина. Парящие корабли. Это живопись какая. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Прекрасно выглядит. Хочу рисовать. А умеете? Хороший вопрос. Я думаю, ты умеешь, мама. И Вот очень Лиза красиво. учится, а я не то что умею, я не знаю, у меня рисунки настроения, вот так скажем. Здравствуйте. Здравствуйте. Где-то вы рассказывали про то, что когда вам не спится, вы все время себе представляете поле, полное васильков и ромашек. И вы идете по нему, идете, и где-то там в конце дом, в котором бабушка ждет. Это был сон такой, да. А потом я себе представлять стала это поле. Такой покой, стрекочут кузнечики. Да, бабушка на пороге ждет. Потом я иду по этому полю, уже иду. Так успокаивает. У меня перед глазами это поле, потому что оно было в моей жизни. И я иду, я знаю, что там папа ловит рыбу на заливе. И я к нему иду, и он меня угощает черным хлебушком, политым маслицем и с лучком или чесночком. Ну, это прилив, вот это моя родина, это мои воспоминания. А это где было? Поселок Новоалександровский. Это все детство мы там снимали. Домик крошечный. А вообще жили бедно? Ну, как все. Знаешь, как все. Нас было сколько? 5 человек. Мы жили в 12 метрах. Это папа, мама, вы, брат и бабушка. Бабушка мамина или папина? Мамина. Бабушка на ночь раскладывала раскладушку там на кухонке. Папа с мамой закрывались такой шторкой, как сейчас помню, где умещалась только швейная машинка и гардеробчик. Мы с братом в столовой, в зале, как говорят, да. 12 метров, вот посчитай, это почти так, как мы здесь с тобой сидим. Ну ничего, у других и этого не было. В коммуналках жили, а мы назвали это коммунальный дом. Потому что у нас была отдельная квартира, мы с коммуналки, когда я, по-моему, родилась, переехали. Квартиры эти были, все равно все слышно, только что не видно. Гости приходили, некоторые ночевать оставались. Мы с братом под столом, это были любимые ночи наши. У нас круглый стол был, и нас туда с ним спать клали. Вот она нравилась, домик наш, домик. В детстве у вас с братом хорошие отношения были. Хорошие, да. А испортились когда? Ну, уже постарше, когда был. У него трагедия была, конечно, его жизнь так вот, неудачная жизнь, вот, знаешь, у него. Он отлично учился в единственной школе английской в Москве, метро «Аэропорт». И каждый день ему приходилось ехать с мамой там или с папой в эту школу. Он учился прекрасно, он отлично знал язык. И у него была мечта, и ему советовали поступить в военный институт иностранных языков. Он все экзамены сдал на отлично, но не взяли по особым приметам. А особая примета – это вот на выпускном, там где-то уже ближе к концу школы, играли постановку «Снежная королева», и мальчик там с ножом бросался на него, и он должен этот нож перехватить. Но нож был картонный, поэтому что вы? А тут он забыл этот нож и взял, и не предупредил, что нож острый, все. И тот также схватил его и перерезал себе мизинец. Конечно, это все приросло, заросло, но немножко так вот был мизинец вот такой, гнутый. И его не взяли по особым приметам. Это была такая трагедия для него. По-моему, он чуть не свихнулся тогда. Но беда. Стал пить, всякое там творилось. Тогда его отправили на завод какой-то, чтобы он хоть был занят. Потом приехал знакомый родителей, дядя Миша, поедем к нам в Горький. Там есть какое-то военное училище связи, давай туда. И так он стал практически военным. Не переводчиком, а военным, то есть связистом.
Вот, но там тоже как-то все время что-то у него не складывалось. И у него с психикой было, конечно, не очень хорошо. Когда он уже был совсем на подходе, конечно, мне очень тяжело было. Говорить он не мог с этой трубкой, которая, знаешь, в горле. И я ему все, как всегда, простила. Я сказала, что не беспокойся. Я говорю, я помогу и детям, я помогу всем. Думаю, ну надо что-то так. У меня вот такая жизнь, понимаешь, удачная. А он ровно на год. Что значит нежеланный ребенок? Мать всю жизнь чувствовала вину перед ним. Ну, он сразу, понимаешь, вот я 15 апреля, он 7 апреля. Талантливейший человек был. У него стихи, он хорошо писал, пел даже, понимаешь, он играл, он артист такой. Я не понимаю, как это все получается, что вот у одного ребенка судьба складывается. Мне всегда мама говорила, что вот, какой артист растет. Какой... на него показывают. Да, это ты должна была быть генералом каким-нибудь там военным, а он вот артист. А вас же так во дворе дразнили фельдфебелем. Ну, фельдфебель, да. Ну, а что мне делать, когда мой брат русский, а двоюродный еврей? И вот они выходили год, и вот начинался-то, как они говорили-то, жид, по палочке бежит. Понимаешь, ну, это мне услышать, это было мне неприятно. Даже если это был бы не мой брат. Ну, я сначала окно открывала, и тогда они кричали, фельдфебель слышала, фельдфебель идет. Они у меня получали, конечно, за все это. А насколько тяжелым для семьи был момент, когда отца посадили? Ну, это шок был, конечно, ужасный. Причем не понять, за что. Всегда хвалили, всегда весь такой правильный ветеран войны. Это потом мы узнали, что виноват был в вывозе какого-то товара человек, но он был инвалид. И отец его пожалел, взял вину на себя. Представляешь? Тогда всех сажали. Хозяйственников. Хрущев вдруг решил навести порядок. Директор завода «Сапфир» покончил с собой. Потому что он даже, такой дядька хороший, он даже не мог себе представить, что его могут в чем-то обвинить. Гордый был человек. А мама как вам об этом сказала? Ой, ну мама, это надо знать мою маму. Я говорю, а куда увезли папу? Что он такое сделал? Мама моя. Он нарвал цветы в чужом саду. Ну, это моя мама. А я тоже такой наивняк. Я дружила с соседом Димой Страусовым. Он говорит, я знаю, что случилось. Я говорю, ну, представляешь, ну, зачем он полез в этот сад чужой нарвать эти ветки, цветы? Он так на меня посмотрел. Ты веришь в это? А потом? А потом конфисковали. У нас только, потому что нечего было конфисковать. Картину какой-то ветеран подарил. Видно, с войны притащил. Вот, как говорят, не трогай чужое, да? Вот ее и конфисковали. Я даже была рада, потому что я спала под ней. И я что-то такое листала. Интернет что-то такое, или Инстаграм, я не помню. Но я увидела эту картину в какой-то квартире. Так интересно, она у меня где-то даже есть, я ее сфотографировала. Ну хорошо, а вот вы в школу приходите, у вас отец в тюрьме. Это же как-то шепоток-то идет? Никто мне ни слова не сказал. Это школа была таких деликатных людей. Знаешь, у нас преподаватели очень-очень такие были все хорошие. И потом у меня классная руководительница была, Петровская Вера Александровна. Это интеллигентнейший человек. Ты хороший вопрос задала. Я так думаю, что это по ее просьбе вообще никто ничего не говорил. Никто. То есть такого, которое потом будет с Гариком и Лизой, в школе не было у вас? Нет, но он недолго сидел, он 1,5 года, там все поняли, что это такое, разобрались. Не знаю уж, как там друзья что-то посодействовали. Он в библиотеке работал там и пришел. Изменила его тюрьма? Нет, он просто обратно в партию не пошел, коммунистическую. Его звали, он говорит, нет, спасибо, я недостойна. А вы как в партии оказались? Вы же в 1985 году, вот уже почти все кончается, а вы вступаете в Компартию. Я? Господи боже мой, что обо мне думают товарищи? Так. Как это? Кто тебе сказал, что я вступала в партию? Я вычитала бы это в книгах о вас. Ну, Кать. Значит, мы сейчас с вами проясняем некоторые мифы. Да. Поэтому я должна вас спросить, были ли вы в Компартии, Алла Борисовна?
товарищ Гордеева, не сподобилось мне быть в Компартии, хотя зазывали меня и сказали, ну, Борисовна, тебе надо, Борисовна, вступать. И я так думаю, ну, дайте подумать, что я там вообще, зачем я, и что я там буду делать. У меня и времени-то нет. И вдруг заходит другой человек, сел так нагло, и говорит, а что тут такое происходит? Вы что, ее в партию зовете? О, это хорошо, только запомни, тебе придется другие песни петь. Я говорю, тогда не надо. И убежала. Отец рассказывал, как он получил ранение? Он же лишился глаза на войне? Никогда ничего не рассказывал. Ветераны вообще об этом не говорили. Для них День Победы не был праздником. Потому что это был самый трагичный такой день, когда они вспоминали все. Друзей своих. Да парадов-то не было. Потому что как-то неудобно было. Какие парады? Они собирались, шли на Красную площадь, собирались в ресторанчиках. И вот там поминали, вспоминали. А дома не вспоминали. А потом вот в каком году, не помню, когда начались парады вдруг. При Брежневе. 65-го года. Ну, без парадов как-то правильнее было, честнее. Понимаешь? Потому что это они, знаете, даже не представляли себе. Это очень трогательно. У меня Кристина маленькая ходила на встречу ветеранов. Она говорит, ну это невозможно, мама. Мама со своими ветеранами, папа со своими. А мама в агитбригаде провела вторую половину войны. Она была в обороне противовоздушной. И в агитбригадах пела. А вы знаете, что ваша мама давала интервью Светлане Алексеевич для книжки «У войны не женское лицо»? Нет. Как интересно. У меня мама была такой божий одуванчик просто. Настолько чистый человек, наивный. Я вспомнила, я часто ребятам рассказываю там эту историю. Такая, это просто характеризует мою маму. Я собралась на гастроли, и она говорит, я хочу с тобой серьезно поговорить. Я говорю, что, мама, давай скорее, потому что мне нужно собираться. Приезжал Георгий. Я говорю, какой Георгий? Ну, из Грузии вот этот красавец. Он со мной разговаривал. Он предлагал руку и сердце. Я говорю, тебе? Она говорит, да тебе, как тебе не стыдно? Я говорю, хороший он человек, очень. Говорю, но он гомосексуалист. Говорю, это меня не интересует. Она так долго смотрела на меня. Я не понимаю, я вроде тебя воспитывала, вроде все правильно, все хорошо. Разве ты не понимаешь, что в нашей стране все профессии равны? Меня это убило, наповал. Ну, такая она, ничего я не понимаю. Какой там гей. Ну, правда, ребята хорошие были в Грузии. Ингури ГЭС. У нас была агитбригада, с которой мы ездили. Куда только не ездили, боже мой. Интересная жизнь была, понимаешь? Я не люблю жить воспоминаниями, и жить просто... Но есть что вспомнить. Кое-что всплывает уже до незабываемо. Абсолютно. Вы даже сейчас в Инстаграме Алла Орфей. Да. И этот Орфей навсегда с вами. Конечно. Это был тот момент, когда Пугачева стала Пугачевой. Я родилась Пугачевой. Просто узнали, потому что, когда посылали, ты знаешь, там должен был быть другой певец. Но он из Армении. Да, он заболел, он хороший очень певец. И обратились к Арбеляну, Константину, и ну, что? Он говорит, я вижу только одну, значит, замену, это Алла Пугачева. Ну, меня вызвали, какие вы будете песни петь. Не они решали, вы решали. Ну, конечно. И мне прислали одну песню болгарскую, и потом Мужиков написал Алексей вторую песню. Вот я их должна была петь. А Арлекина, я думала, нужна третья какая-то. И случайно совершенно, это было в темном зале, я ждала репетицию с веселыми ребятами, и заходит человек. Не помню его фамилии, потому что он как неожиданно появился и ушел. Он говорит, я хочу вам дать песню, перевод с болгарской песни «Арлекина». Я говорю, ну хорошо, давайте. И ушел, исчез, просто как богом данный. Я стала смотреть эту песню. Поставила кассету с этой песней, как пел Эмил Димитров. Думаю, ну, тема шикарная. Но о чем он поет? Глупость какая-то для меня была. Понимаешь, там и грустненькая такая песенка. Арлекину, Арлекину, пьет обич из горя. Твоя да последна роля. Публика-то не разбрала. Вообще не хит, понимаешь? Я вот думаю, ну что это?
за грусть такая? Как я буду ее петь, такую грустную? А тема нравится, Арлекино. А как определить, хит, не хит? Не знаю, ну, чувствую просто. То, что тебе... Ты одел то, что в чем ты хорошо себя чувствуешь, это хит. Понимаешь? И ты выходишь на сцену и знаешь, что это хит. Вот ты чувствуешь, что это должно остаться в сердцах людей. Да, и вот я тогда на одной вечеринке, мы тогда хиповали со страшной силой, у Бори Баркаса были в гостях. Сашка, Лерман, веселые ребята, короче, все так весело сидели. А я, помню, притащила такую штуку, в которой можно было жарить, знаешь, что-то такое. Мы такие были все веселые, хорошие. И Боря говорит: пойдем поговорим. Я говорю, ну давай. Мы начали говорить, он выпил, начали говорить о творчестве. Я говорю, Борь, что говорить? Ты мне напиши текст вот на эту музыку. Он говорит, для меня это вообще за 5 минут. Я же народный, гениальный поэт. Я говорю, Борь, ну я пойду туда, говорю, с ребятами, а ты сиди здесь, напиши. Не прошло и получаса или там минут 40, он спускается с этим текстом. И мы все обалдели, потому что текст потрясающий. Вот ровно этот текст и был? Да, этот текст. Арлекино, Арлекино, есть одна награда тебе. Хохотать вы сами придумали внутри? Ну, конечно, да. Это я еще в цирковом училище, мы разные песни просто хохотом пели. Даже гимн Советского Союза. Это правда, что вы спели, и дальше они хлопали 10 или 15 минут, чтобы вы спели еще раз? Да. А вы много выступаете, вы много гастролируете, но такого у вас еще никогда нет. Катя, ну, меня никто не знал, но я всегда выступала с успехом, понимаешь? И с Юликом Слободкиным мы закатывали программу. Вообще неизвестные 2 человека. По паркам каким-то, Ждановский парк. Даже выступали у Карцева-Ильченко на разогреве, потому что никто не хотел. Потому что это абсолютно специфическая такая публика. На комиков там идет, на смех. И кого бы они ни брали, все ужасно были растеряны, потому что кто уходил покурить, ну, в саду, знаешь. Кто вообще просто уходил. И представляешь, когда уже никто не хотел, они думают, ну вот какие-то 2 неизвестных, им наплевать будет. Ну и мы вышли петь. И тоже народ так поднялся, как бы куда-то там чего-то. И вот тут проявился мой характер. Я как бы в шутку, комический же концерт. Стоять! Это кто сказал вам уходить, когда такие гениальные певцы на сцене? Как пошла юморить на эту тему. Они засмеялись, сели обратно. И потом такой был успех, понимаешь, они нас провожали овациями. Так что этот концерт запомнился Карцеву, Ильченко и Жванецкому, который тогда был автор этой программы. После Болгарии, где Димитров вам приносит, по-моему, цветы в номер, и он не ожидал такой второй жизни своей песни, так было? Он на сцену вынес. А, на сцену? Конечно. Он был в абсолютном шоке, он был в восторге, он чудесный человек. Вы возвращаетесь в Советский Союз звездой. Я гордая такая, значит, с этим золотым орфеем иду. Но мне в коробке он был. И мне говорят, что в коробке, таможенники? Я говорю, золотой орфей. Они говорят, как золотой? Покажи. Я снимаю, так показываю, он говорит, спортсменка, что ли? Ну, проходи. Это он думал, что это спортивный приз. Никто не знал об этом вообще. То есть конкурс не показывали по телеку? Нет, не показывали. Всегда показывали. А в этот раз почему-то воспротивились. Не знаю почему, наверное, не хотелось им успеха неизвестной певицы, и чем это могло закончиться. Вообще все чего-то боялись. Но настояли на показе болгарские власти. Мы сидели в Минеральных водах с Пашей Слободкиным. Нас пригласили в гости. Все гости, значит, так ели, пили, включили там болгарский фестиваль. Но я думаю, что я не видел его. И вот сидят так все, едят. И вдруг в какой-то момент так раз, тишина. Вилки, ножи, а тарелку больше не бьются. Они слушают меня. Я краем глаза смотрю и думаю, а ничего. И успокоилась, говорю, хорошо. И когда закончилось мое выступление, они прям смотрели на меня другими глазами. Вот этот момент я запомнила. Они посмотрели на меня другими глазами. И этот взгляд для меня как ориентир. Вот так должны смотреть. Алла Борисовна, рада приветствовать вас. Здравствуйте, здравствуйте. Звезда
Вы красавица, мы вас обожаем. Счастья, здоровья, приезжайте к нам. Иван, браво, браво, браво. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, что еще надо? Ну, интроверт, что с меня взять, понимаешь? В это никто не поверит, что вы интроверт. Ну вот представь себе, поэтому для меня сцена – это спасение, потому что люди далеко в зале, я их не вижу, но я их чувствую, я начинаю их любить. А в жизни вот побаиваюсь толпы или когда, знаешь, вот эти все показы мод, надо идти, или даже вот на фестиваль выйти. Господи, 76 лет, а я… Здравствуйте, здравствуйте. Начинаю стесняться. Стесняться, может быть, даже какого-то лишнего внимания. Мне все кажется, что это излишнее. А сцена, она меня спасает, потому что я там совершенно раскрепощаюсь, чувствую себя хорошо. И я вся направлена на то, что вот все, что у меня насобиралось, когда я не контактировала, у меня вот тут все вылезало наружу, и я хотела этого контакта. Дом ваш? Нет, конечно. Мы его снимаем уже сколько лет. Это вилла Марта, известная, проектирована каким-то гениальным человеком. Здесь настолько… Ну, дети привыкли к этому дому, потому что они тут с 4, с 5, что ли, лет. Им очень нравится здесь. Теперь, конечно, сложнее, потому что они подростки. Вам скучно, наверное, да, сейчас? Но когда маленькие были, то все время было что-то в парк пойти, на трамвайчике покататься. А сейчас что? Я просто это все делаю один. Скейт. У них сейчас велосипеды. Так что… Скейтборд, велосипед. Я все делаю. Я так же, как в прошлом году, просто папа же сейчас не может, ты никогда никуда не выходишь. Ну как не выхожу? Что ты говоришь? Мы с тобой гуляем. Ну, выходишь, да. Ну, на скейте вы не катаетесь. Привыкли вы уже здесь жить? Не в Москве, я имею в виду, не в России. Да. Что значит жить? Мы как жили, так и живем. Ну, до этого вы жили в замке, в Подмосковье, в грязи. Он там и стоит, и пусть стоит. Все время, правда, хотят его это что-то конфисковать, отобрать, как будто это ворованное, что-то такое. Не знаю. Он у меня заколдованный. Да какая разница? В замке ты живешь или не в замке? Было бы здоровье детей, мужа и счастье в семье. Больше ничего не надо, понимаешь? Я же вообще, честно говоря, не привыкла к какой-то сильной роскоши. Но считается, что Пугачева не только самая известная, но и самая богатая певица в России. Что ты говоришь? Это все относительно. Относительно Мадонны я нищая. И потом 20 лет своей уже знаменитой творческой жизни я же ничего не получала. Просто так какие-то крохи нам отпускались, все остальное государство забирало себе. И стадионы, и записи, там, какие-то выпуски пластинок огромными тиражами. Ну, я получала где-нибудь там 25 рублей. А представляешь, сколько государство забирало? Ну, я об этом даже не думала. Мне говорят работать, я неслась туда бесплатно, не бесплатно, потому что я жила этим. Но потом, конечно, поднадоело, потому что я все время говорила Паулсу и Резнику, говорю, может, вы со мной поделитесь? Ну, что ж такое, надо же как-то на что-то жить, и Кристина, и все такое. Он говорит, нет. Я говорю, ну, хоть 2%. Нет. И я думаю, если мне как певица не платят 15 рублей, что ли, со стадиона, понимаешь, потом уже стало что-то 40 с чем-то. А за границей $200 концерт был. Но я, честно говоря, даже не знаю, сколько этот концерт, все забиралось. Нам давали только суточные. Я помню, встретилась с одним японским журналистом, который после этой встречи написал, что 2 великих человека, представляешь, Гагарин и Пугачева. Я чуть под землю не провалилась, думаю, боже, что люди скажут. Вот, и он меня спросил, а сколько вы получаете за концерт? Я думаю, сейчас я ему такое скажу, я ему такое скажу. И говорю, 1000 рублей я получаю. А он говорит, и все? Я думаю, вот влипло. Я поняла, что мне надо писать музыку, потому что авторы получали замечательные деньги. И я стала писать песни. То есть появление Бориса Горбоносова – это не просто творческая мистерия, это еще и коммерческий проект? А как же? И я тебе скажу, я просто великолепно жила. У нас по воскресеньям были креветки, даже мясо с рынка. Ну да, ну приходила же Белла Ахмадуллина, Евтушенко. Мои 19 квадратных метров. Но я думала, что это потрясающе. Эта квартира была наполнена какой-то любовью, творчеством. Это там на Ярославке в конце. Это в Вишняках. Резник спал на полу в кухне, и утром он приносил новые тексты какие-то. Это
Не жизнь была, а красота. Мне и не надо было больше. Это счастливое было время? Да, конечно. Очень счастливое. Но иностранные журналисты зарубежные, с ФРГ еще, они стали домогаться, узнать, как я живу, а куда я их приведу. Я договорилась с Зацепиным, потому что он мой звукорежиссер. Светлана, значит, моя прислуга. Мы с Кристиной приехали туда. ФРГшникам этим сказала, что у нас ремонт в квартире. Понимаете, квартира огромная, поэтому это надолго. Давайте встретимся на моей студии. Они были поражены. Зацепин же, он такой технарь, он такие вещи придумывал. Нажмешь на кнопочку, открывается шторы. Для меня это вообще была просто чудесная студия, мне повезло. Ну вот они сняли как бы на студии меня. Потом еще стали хотеть, там еще кто-то, все. И я сказала Кобзону Гусу, что делать? Ну что, на твоей даче, что ли, сниматься? Он говорит, да у меня тоже не ахти. И пошли мы к Коломину в мэрию. Йося там поговорил, что вот такая история, и как они так за голову схватились, как это зарубежная пресса. И дали мне вот эту квартиру на Тверской Ямской, то есть на улице Горького тогда. Ну что дали? А надо же ее еще обставлять. Ну, короче, ну и друзья помогли, там еще какие-то, все, сделали просто картинку. Тогда уже я успокоилась, все приходили, всем очень нравилось. Сплетня. Это правда, что сантехнику для этой квартиры вы получили в обмен на выступление на открытии в гостинице «Космос», когда вы пели вместе с Джо Дассеном? Конечно. Он получил кучу денег, а вы унитаз и ванну. Это не так было. Я с ним выступал, и, в общем, мы там подружились как-то и разговаривали много. После выступления он узнал, что я получила не деньги, а зажигалку, где написано было там «Космос». Спасибо. Представляешь? Зачем ему сказали об этом? Он говорит, я сделаю тебе подарок. И вот это он договорился, и мне прислали потрясающее вот это все, заказанное специально, потому что в космосе я такого не видел. Конечно же, это было шикарно, но наш замечательный, смешной такой водопроводчик, он, конечно, прислали француза, чтобы все это устанавливать, понимаешь? Надо было слышать и видеть это. Потрясающий диалог. Он что-то там делает, он говорит, слушай, Жан, да надо вообще потолще, ты же не знаешь нашей воды и наших всех этих, он все прорвет. Он говорит, он говорит, ну так бы и сказал. Да, вот так получилось. Видишь, и квартира, и подарок от Джо Дассена. Но это же вы никогда никому не признавались в том, что живете вы тяжело, что даже после выступления на «Золотом Орфее» и невероятной популярности ничего у вас нет. Это я читала в воспоминаниях Резника, что он пришел к вам туда вот в Вишняки и увидел, что у вас есть только матрас. Ну что, ну, вы создавали легенды о том, как шикарно вы живете. Так мне нравятся эти легенды. Катя, это ж так приятно. Даже сегодня пишут, что у меня шикарная вилла в Кесарии, и вилла где-то там в Тель-Авиве, квартира шикарная. Ну, это же приятно. Приятно? Ну, конечно, приятно. Что это вроде как они считают, что есть. А что я им скажу, что мы у брата снимаем квартиру? Я обожаю, когда что-то выдумывают, но не пакости, конечно. А пакости? Ну, вы теперь предатель. А в чем? Напомни, в чем я предатель-то? Вы предали Россию, уехали из нее и не остались в ней. И живете за ее пределами. И муж у вас иноагент, если вы не в курсе. Нет, подожди. Да, они говорят, что я бежала. Бежали. Сверкая пятками. Как надо не уважать свою страну, чтобы сказать, что из нее бежали. Что он тюрьма, что ли, какая-то. Нет. Я думаю, что там был другой подтекст, что меня страна кормила, поила, пестовала, лелеяла, давала какие-то награды. А я, значит, повернулась и уехала. Вот такое ощущение, что я с детства лежу на мягком диване, и меня страна так с ложечки кормит, понимаешь, то есть всю жизнь. А то, что я работала, училась, то есть это как бы не считается. Странно как-то. И потом человек имеет право уехать, чтобы тебя не оскорбляли. А если тебя оскорбляют, ни с того, ни с сего, честно говоря, ну, я была поражена, что такие оскорбления. Так, поражена просто. Но сильно не удивилась. Почему? Потому что я знал, что так будет. Меня в юности, когда я начинала работать, окружали люди очень умные и талантливые. Такие, как Людия Русланова, Муслим Магомаев, Клавдия Ивановна Шульженко. Они все очень скромно жили. И когда говорили с ними, уходи в 60, они говорили, Муслим.
уходи в 60. Почему в 60? Я говорю, а почему не в 61? Говорит, вот клянусь, после 60 начнется ужас какой-то. Тебя будут принижать, удалять. И Русланова говорила, знаешь, чем скорее, тем лучше. Сделала свое дело и беги. Ну, она по своим там делам, говорит, еще что-нибудь не скажешь, арестуют. Клавдия Ивановна Шульженко, она говорила, что, ну, пока я могла кланяться до земли, вот так вот, я могла петь. Как только я поняла, что я не могу сделать такой поклон, то, значит, все. Не знаю, я поверила. И я ни капли не жалею, понимаешь, об этом. Потому что теперь я прекрасно понимаю, что со сцены и даже с политической арены надо сваливать вовремя. Просто вовремя. А то потом против тебя же пойдут. Предатель. А что я, собственно, предала? Я давно сказала, что я могу покинуть родину, которую я очень люблю, только в одном случае. Если родина меня предаст. А она меня предала. Но меня не предают миллионы поклонников. И в России, и в других странах. Пока они живы, пока эта эпоха, так сказать, и поколение вот это живы, я всегда получаю удовольствие от того, что они мне признаются в любви, присылают видео. Даже с разных стран, то вот как там прислала моя знакомая в Индии, едут на машине, а индус поет «Миллион, миллион, миллион». По этой теме унывать мне не приходится. А на те эти, которые, как их называют, боты, что ли, которые бог знает, что пишут. За мою жизнь я столько шрамов получила на душе, что я практически неуязвима. Россия такая страна, в которой всегда должен быть один там главный писатель, главный артист, главная певица. И даже когда вы сами сказали, что вы больше не выступаете, все равно вы оставались Аллой Пугачевой, главной певицей на этой сцене. Теперь, когда вас в России больше нет, то есть как бы нет вот этого примадонны. Ой, ради бога. Ну, ради бога. Боже, как я ненавижу, когда мне говорят примадонна. Это примадонна – это название песни. Но изначально говорила, что я не королева, не царица, не рыжая. Я женщина, которая поет. И мне все равно, каким голосом я буду петь. Но я буду петь, прошепчу. Понимаешь? Но мне можно, потому что я не примадонна. Я женщина, которая поет. Но теперь реванш берет Надежда Кадышева, Ну и слава Татьяна богу. Буланова. Ну что, я за Надю. Очень рада, потому что я помню, много лет назад было открытие журнала «Работница» или юбилей, скорее всего, журнала «Работница» в гостинице «Россия». Там много гостей было. И девушка в косухе пела песни. И так клево, и так круто, что я ее запомнила еще с тех времен. И когда я сейчас вижу, что те же самые песни прожили такую долгую жизнь, и вот это вот все любится, то время пришло. А это какое-то есть объяснение у этого? А как же? Машина времени назад? Все вершит человек. Того, чего ему не хватает, то он и ищет на сцене. Конечно, ему не хватает оптимизма, ему не хватает веры во что-то, ему не хватает просто радости и вообще забыть про все, что там творится, хоть немножко отдохнуть. И это Кадышева. Да я бы сама побежала, клянусь там. Надя молодец. И очень, конечно, это забавно сейчас обсуждает Буланова с ее танцорами. Таня, не убирай этих танцоров. Это настолько оригинально, настолько неожиданно, непрофессионально, но это как будто вышли из зала люди и тебе подтанцовывают. В этом есть такая фишка. Таня, на них будет скоро ходить, народ собираться. Ай да мужики. Так что вперед и с песней. Вы сейчас искренне говорите? Да мы вчера с Максом обсуждали, говорю, ну ты представляешь, вот как, ну, человек уже в возрасте, Таня тоже, да, она не выбрасывает этих людей, понимаешь? Потому что они с ней были все вместе. Это что? Своих не бросаем. А что не так? Что? Я, кстати, вот прислушиваюсь к президенту. Я заметила. В чем-то еще сомневалась я, что, ну, так сказать, по жизненным всяким вопросам. И вдруг слышу, говорит президент, нужны люди. Такой человек, который сыт, пьян и нос в табаке или даже в кокаине. А с умными сложнее. С теми проще, а с этими сложнее. Они могут влиять на мнение, нам такие не нужны.
и у меня камень сердца. И свалился. Вы за этим следите? Думаю, я, конечно, слежу. Ваш, между прочим, протеже шаман. Ну, шаман, да. Ну, вы ему путевку в жизнь давали, ладно, не я. Ну, шаман. Он даже не мог меня поддержать хотя бы в одном смысле, когда сказали, что, типа, я его выгнала с этого, как это называлось, фактор А. Ну, скажи, что это неправда, что в жюри финальном не мы голосовали. Ярослав, ты вспомни. Народное голосование было. И понравился мне ты, а вот этот, как его, Савин. Ну, что ж поделаешь. Поэтому я хлопнула по столу, говорю, я так и знала. Я действительно абсолютно была уверена, что это настоящая звезда. Это харизма. Ну, я же не слепая была, я же вижу, что голос сильный. Пацан такой скромный, образ такой у него был, который меня подкупил. Ну, я бы сделала все, что могла. Вот отец вот его, молодец, честный человек. Он сказал, что я помогла. И сильно помогла. Мне приятно. Спасибо вам, отец шамана. И я очень верила в него. И я не ожидала, что он превратится вот в такого певца. Я думала, что весь мир будет перед ним, потому что он исполнитель потрясающий русских народных песен. Да? Да. И весь мир бы был у него надолго, в ногах бы лежал, потому что это вечное творчество. А он бы даже, может, и круче был, этот вот Сумишевский, мне очень нравится тоже. Но он мог бы его перекричать, эту песню, все что угодно. Сейчас мне, конечно, смотреть на это больно, но бабло победило добро. Мне жалко, потому что я, может быть, надеюсь, не перекрою кислород этими словами. Но я всегда говорила то, что я думаю. Человек добился того, что он хотел. Он талантливый человек. Но я не думала, что он настолько прагматичен. И песни, которые, может быть, и нужны, и все песни, которые он поет, я чувствую, что это как кимвал звенящий. Ну, кто не понимает, посмотрите. Кимвал звенящий или медь звучащая. Там очень хорошо написано. Есть успех, есть красота, есть, ну, там, скажем, песни, деньги, слава, все, но нет в человеке любви. Когда он поет эти громкие песни, «Я русский» там, или «Встанем», это произведения, которые действительно как бы патриотические и нужные, по мнению людей. Но потом начинает другие песни петь, и я сразу понимаю, да-да-да-да-да-да-да-да. Он, скорее всего, даже не поймет, о чем я говорю. Вот в чем весь ужас. Я же не говорю о плотской любви. Любовь – это Бог. Это что-то священное. А песня – это не слова и музыка. Если ты туда не добавишь любви, это не дойдет до людей все равно. Как бы ты ни старался, как бы ты громко не пел, как бы ты ни двигался. И никто не скажет, не подскажет, но и я тоже не собираюсь. Надо не просто креститься в церкви, а надо освящать каждую песню своей душой, любовью к зрителю. Не к успеху, успех он придет тогда и так, а любовью к людям, перед которыми ты поешь. Как бы сейчас сказали, которые тебя кормят, поят, а ты вот не поешь песню о любви. Или еще смотаешься куда-нибудь, потому что мало ли что, но я знаю, куда он может смотаться. Кандидат в депутаты, это в меньшем случае. Он уже будет там при министре культуры там, или в управлении администрации президента. Да. А может ли человек, который живет музыкой, творчеством, быть депутатом? Кобзон же мог быть. А этот что, меньше, что ли? Смотри, как народ поддерживает. Вот он поддерживает. А еще и Мизулина. Понимаешь, рядом. Уже очень интересный альянс. И это его держит на плаву, и он будет осуждать других, как поют, понимаешь? И уже не надо будет думать, что там Пугачева сказала, что любви нет. Ах, ты такая карга старая. Послушай меня. Я просто так ничего не говорю. Вообще-то слава – это деньги может человек пережить и преодолеть. Ну, как огонь, воду и медные трубы. Бедность человек может преодолеть. А слава – это то, что очень мало людей преодолевают без таких серьезных деформаций. У вас был момент, когда вы сами себя ловили на том, что, как-то вы перебарщиваете? Был какой-то момент, да. Мне показалось, что уж за это я могу. Знаешь, вот, то есть
какую-то машину сесть милицейскую, что-то такое. Я не помню, ну, короче, лихачество такое, наверное. Типа, что мне сделают? Я же от чистого сердца. Да? Ну, как это объяснение тупой бабы, понимаешь, которой крыша поехала. Ничего плохого я, конечно, не делаю, но честно скажу, что я помню этот случай. Алла, маленький напев, спой Маленький напев. русским людям. Какую песню? Любовь. Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Нас тоже. А что не Пою, не мороз. меня, моего коня? Вот русский человек. Так, а у вас, говорят, голоса нет. У меня? Да. Я помню, он есть, просто я не хочу его сильно показывать. Он мне уже надоел. Я еще хочу какие-нибудь краски. Хоть шепотом, хоть хрипотцой, хоть что мне... Не скажу. Когда, ну, хочется спеть, как это вообще. Ну, не скажу, но есть какие-то идейки. Даже для того, чтобы просто не узнали. Как сказать, веселиться, тетушка. Я где-то читала, что самый частый город, в котором вы бывали с гастролями, это Тюмень. Ну уж прям как часто. Но это просто для меня священный город. Потому что вот мы были там с агитбригадой юности. Условия тяжелейшие. Но мы познакомились с удивительными людьми. Юрий Георгиевич Эрвье, Салманов, какой человек был. Они уж настолько поверили в меня. Им так нравилось, как я пою. А я там отпраздновал за полярным кругом 18 лет. Боже мой, как они вот говорили мне, что со мной будет. Это просто потрясающе. Если что, мы поможем. Это были первые поклонники, которым я поверила, что я должна действительно что-то делать. А потом у вас появились поклонники Востанкина, я бы сказала. Нет, это Трифонов, Иванов, это уже до того. Это мое вообще первое появление. Я помню, что у нас не было телефонов, только телеграмму только можно было посылать. И я проснулась, и мне мама говорит: тебе телеграмма какая-то странная. Я говорю: какая? Смотрю, написано: с добрым утром. Могли бы вы появиться там тогда-то, тогда-то для встречи с Владимиром Трифоновым. Я говорю: какой Владимир Трифонов? Это были редакторы программы «С добрым утром». Да. Дмитрий Иванов и Владимир Трифонов. Песня им понравилась «Робот», чтобы я записала ее. Это была первая моя запись. Боже, ноженьки тряслись. Где-то это вот фотография гуляет в интернете, где я в таком платьице стою такая, со стрижечкой черненькой. Это смешно. Любимая песня моего старшего сына в вашем исполнении, между прочим. «Робот»? Да. Ну, господи, я же даже не понимала, что это ироничная песня такая. Я страдала. Ты же был человек. Слушайте, сейчас, когда мы все общаемся с чатом GPT, мне кажется, что эта песня очень актуальная. Теперь актуально. Я с ним вчера поссорилась. Чего это ты поссорился с ним? Нахамил. С ума сойти. Я боюсь его ставить. Потому что такие вещи все рассказывают про него странно. Да, нельзя так близко сродниться с таким человеком, или кто он там, робот. Может, он действительно был человек? Были у вас какие-то певицы, рядом с которыми вы хотели бы себя видеть? Ну, не рядом, я просто восторгалась ими. И они для меня были уроком по жизни. И как маяки какие-то, на которые надо вот идти и равняться на них. Клавдия Ивановна Шульженко, Эдит Пиаф и Елена Камбурова. Я на концерты Лены бегала. Ну, когда студенты там были, я поражалась. Думаю, вот какая актриса и какое владение голосом. И она вроде бы ничего не делала. Она такая стояла. Это тоже для меня была Эдит Пиаф. А Клавдия Ивановна, ну это же уникальная женщина. Она всегда говорила: я говорю, вот вы на войне выступали там в этих агитбригадах, моя мама тоже. Что вы пели? Она говорит: как что? О любви? Я говорю: а синий платочек? Да, говорит, это тоже о любви. Они не пели вот эти, как сейчас называется, поднимать дух. И все были очень довольны и плакали иногда ребята, бойцы. И для них это было как будто они побывали дома. Но она мне тогда сказала, что пой о любви. Да, это она сказала. То, что у меня были до этого, это надо было слышать, когда меня заставляли песенки петь. Ну, такие очень, даже производственные, о наставниках, например. «Мой наставник, мой друг», или что-то такое. Ну, а что ты думала? Искала себя, но я понимала, что это не мое.
Но не петь как-то мне уже нельзя было. Я, да, просили, я пел. Была певица, голосу которой вы завидовали, или образу, который вы завидовали, или вот вы посмотрели и сказали: боже, я хочу так, но я так не могу. Мне многие не поверят, но я не знаю, что такое зависть. Я не понимаю этого чувства. Я знаю, что это есть. Я знаю, что даже многие страдают этим чувством, но я не понимаю, что это за чувство. Есть чувство досады. У меня это было, когда я придумала себе, какая я буду, какие песни я буду петь. Ну, мне было там лет 19, по-моему, 17. И вдруг по телевизору показывают Катарину Валенте. Да, она приезжала, по-моему, в Советский Союз, и она начинает работать, петь, садится на высокий стул. И я вижу эти песни, которые она поет, как она одета. И я понимаю, что это, извините, уже все сделано. Я рыдала дня 2, понимаешь, но потом успокоила себя, что я найду. Ой, не-не-не-не-не. Да? Здравствуйте. Однорукий бандит. Садись с нами. Посидим, поокаем. Не важно. А, вы на подушечках. Хорошо. Послушай, Дайте подушку. я вот пока ты здесь, я хочу вспомнить, как зовут этого имя архитектора, который делал эту виллу, и вообще, что он еще делал. Как его, Герхер? Геркан. Это он делал виллу вокруг старой виллы, вот там старая вилла, а он строил вот эту, то есть большую. Да, Геркан. И он также строил Шереметьево-2, он строил аэропорт Гамбурга, аэропорт этого Штутгарта. И Алла выступала в Темподроме в Берлине, большая концертная площадка, такой шатер, тоже его работы. А я выступал в концертной площадке Билефельд города, тоже его. А теперь ты ходишь вот с такой сеточкой. Все-то ты знаешь. Майнхард фон Геркан. Вот. Я пошел. Вы хорошее про меня говорите? Мы говорим, что ты добытчик. А, да, я пошел добывать. А помочь тебе встать? Ничего. Не, я спортивный добытчик. Все нормально. Я на всякий случай буду пятиться, я же не знаю. Не, пройди туда. Да, пройди туда. Я еще неизвестно, как я потом зайду. А, ладно, я куда пойду? Да, хорошо. Все. Ничего не отпечаталось. Ты в белом пальто. Это счастье? Это счастье. Это настоящее счастье. Я не могу даже говорить об этом. У него удивительный талант любить меня, любить семью и беречь меня. Ты понимаешь? Вот у меня все-таки много было браков. 5. Минуточку. 2 настоящих брака. Первый с Миколасом и последний с Максом. А вот эти 3 посередке, это была помощь другу. Вот так? Да, Степановичу нужна была прописка. Для этого нужно было 3 года прожить в Москве женатым, то есть жениться на ком-то. И Дербенев ему посоветовал и меня попросил, чтобы мы, значит, брак официально такой заключили. А история о том, что он ушел от своей невесты, а вы от Арбеляна, потому что вы так сильно любили друг друга, это неправда? Надо Сашку знать. Господи, если он сценарий писал, так уж свою жизнь он точно написал. Как он мог из меня сделать певицу, когда я уже была певицей, понимаешь? И известной достаточно. И образ ваш он не придумывал, как он говорит? Нет, конечно, его придумывать, когда в одном образе всю жизнь работает. Ну, это странно все. Он же очень боялся, что вдруг, как он говорил: «Пугачевочка, у меня есть одна идея, знаешь, нас могут за задницу схватить за фиктивный брак». А тогда было действительно строго, если вдруг что-то не так. Давай сядем сейчас за стол, мы на кухне сели, давай писать любовные записки друг другу и даты ставить. Я говорю: зачем? Он говорит: ну как зачем? Это доказательство. Я говорю: ну давай. Мы написали смешные какие-то друг другу записки, я про них и забыла. А вот сейчас вспомнила, недавно. Думаю: боже, какой умный, хитрый малшик. И вдруг я такое добро ему сделала. Ровно 3 года мы под Рождество расписались, и через 3 года под Рождество развелись. И даже отпраздновали это в компании с Высоцким. Друзья там еще какие-то были. Вместо того, чтобы мне сказать спасибо, а я ему все, что могла, сделала, понимаешь? То есть, ну все, человек, зная, что мы разведемся, снял все деньги со счетов моих. А там, извини меня, по тем временам 47 тысяч, это 3 «Волги» там или еще что-то. И после этого привел нас всех в недоумение,
друзей и знакомых, что он стал делить имущество. Ваше. Мою. И попробуй скажи что-нибудь. Брак был? Был. По закону привел каких-то людей, которые оценивали все. Я просто настолько была ошарашена всем этим. Думаю, как это? Ну, естественно, суд начался. Это не надо было отвоевывать каждую свою вещицу. Самые смешные были эпизоды, когда он оценил какой-то коврик из собак. Это мне подарили где-то, бог знает где, за полярным кругом. Так мы нашли этого человека. Который подарил? Адвокатша, да. И он на суду доказывает, я подарил. Тут 10 собачек моих любимых. Могу по именам назвать. Жучка, Пучка, там вот это. И смех, и грех. И унизительно. Да, потом он еще какие-то дополнительные записочки какие-то, видно, у него были. Какое-то доказательство, я помню, у него было, что еще до как бы вот этого фиктивного брака, что мы знакомы были еще, вот он мне делал привез. Значит, он сказал, что она была моей, значит, там, женщиной, так что это имущество еще и тогда я дарил что-то, и все. Пришлось звать людей, заходил резник и говорил, лжесвидетели нужны. Сейчас смешно вспоминать. Пришел Арбелян и говорил, пусть не врет. Я с ней жил, смотрел записочку, этот и этот год. Потом выходит Стас Намин. Почему? Он говорит, что в Польше они были вместе, его там вообще не было. Я был с Пугачевой. Вот у меня даже 2 ключика есть от номера. Его, ее, и мы вот вместе вот так это. Ну, короче, это просто Феллини какое-то. Абсурдное кино. Мне просто еще с вашей страстью к мистификациям, его фантазия и дает какой-то невообразимый результат, потому что я сколько прочитала ваших биографий, там все по-разному. Мне он интересный, конечно, человек, я должна отдать ему должное, он очень начитанный. Единственное, что он мне дал, это вот дал Мандельштама почитать. Был он жуткий антисоветчик. Я говорю, откуда ты знаешь все эти законы? Пугачевочка, я так ненавижу Советский Союз, что я выучил эти все законы наизусть. Он познакомил меня с художником Анатолием Брусиловским. Вот его я обожала. Вот он как раз мне очень много дал. Он меня знакомил с художниками, он знакомил с журналом «Против цензуры». Это были как «Метрополь». Это были все очень интересные люди. А этих сидела вообще, меня благоговела. Лимонов, конечно, там. Как у вас с Лимоновым не было романа? Вот мне кажется, вы друг друга меня очень... с Лимоновым, ну, бжибзик такой, ну что ты, я со вкусом женщина. Но он тоже харизматичный был. Ну, харизматичный, да. Но какой роман? У него тогда была уже жена, или кто там, не знаю, они уехали. Это потом Наташка Медведева появилась. Вот тоже колоритная, талантливая девка. Мне так жалко ее. Сейчас бы, вот она была бы интересна, так же, как Челобанов никому не нужен был, а сейчас вдруг интересно. О, какой голос! А где вы были раньше? Где вы были раньше, когда из какого-то алкоголика и наркомана Сеньки, как его все звали, надо было придумать Сергея Васильевича Челобанова. Но он, правда, благодарный человек, он это все помнит и знает. И придумать, в частности, этот роман страстный, понимаешь? Которого не было? Да какой не было, ну так иногда я там... Походная жена я всегда говорила, знаешь, хотелось, кто там из вас, ну давай этот. Ну да, я не скрываю. Для здоровья. Ну что, я молодая баба была, понимаешь, ну какая мне разница? Но это не любовь, естественно. И самое смешное, то, что его в моей квартире было красивейшее зеркало, он из Питера привез, и 2 таких пузатеньких золотых ангела, позолоченных. Они были слева и справа от зеркала. И когда уже развод закончился, он должен был забрать свои эти вещички, зеркало лежало на балконе. А у меня сидел как раз Никита Михалков со своим там другом. Где зеркало, Сашка говорит? Я говорю, на балконе. Никита говорит, мы вынесем. А ты садись за рояль и играй что-нибудь. И они вынесли под траурный марш Шопена, и все подпевали па-па-па-пам, пам-парам-падам-па-бам. Они несли это зеркало большое, круглое такое. Да, а он нес ангелочков этих. Вот так. Но мы начали смеяться, потому что это были попы этих ангелочков, такие большие, позолоченные. Он стоял с этими 2 попками и говорил, желаю счастья, Пугачевочка, в личной жизни.
прости, если что не так. Ничего личного. Я говорю, это правда. Но заржали мы, конечно, все упали под стол. Когда он повернулся, уходя, и эти ангелочки делали вот так нам. Господи, ведь самое интересное, что у него было какое-то последнее, его из его последних интервью на телевидении. То есть он идет по коридору Останкина и говорит мне, там, Пугачевочка, ну прости, так вот как сложилось. И передавал, прощения просил, понимаешь, через там друзей, потому что я не хотела с ним видеться. И умер. Смотри, успел. Простили вы его? Да, конечно, Господи Боже. Это моя жизнь, это мой сценарий. Любой фильм, плохой или хороший, если ты его сделал сам, так ты его любишь. Ну, вы вообще легко прощаете? Легко. Но потом прощения не хочу сейчас говорить. Так, и его Женя Болдин. Болдин, да. Да, мы сколько, 10 лет вместе были, да, понимаешь? Между прочим. Да, у нас хорошие были отношения, и близость такая была, я его обожала, он такой красавчик был, все. Тоже как бы не любовь, мы не слишком походили друг к другу, но жили нам хорошо было. И его перестали выпускать за границу. Мы сходили в Октябрьский райком партии и спросили, а что случилось, почему его не пускают за границу? Вы показываете своим примером, значит, неправильный образ жизни и плохой пример для молодежи и музыкантов, то, что вы не замужем и все такое. Это было, наверное, часов 4:30, вот так вот, 4. Я говорю, вы до которого часа работаете? Она говорит, мы до 7. Я говорю, хорошо. Мы пошли, позвонили друзьям, они стали свидетелями, пошли, договорились. И мы расписались и побежали обратно в райком партии. И сказали, так вы, значит, вы бы пустили, если бы мы были мужем и женой. Все так, конечно, ну, конечно. Я говорю, только из-за того, что вот мы, конечно. И мы так, вот, документ, свидетельство о браке. Тоже надо было видеть лица, как успели, где, чего, как. Выпустили. Вот поэтому мы... Ну, 10 лет не шутка. Да, мы поженились поэтому, но не собирались, честно говоря. Нам хорошо было. Я вообще разочарована была уже тогда в институте брака. Но я видела, что шли годы, ему нравились совершенно другие женщины. Я молчала. Я понимала, что, ну, действительно, может быть, и не подходим друг к другу. Но мы дружили, и все. Он хороший парень, молодец. Он единственное, я ему кое-что не прощу, но это уже... не для... Я почему-то себе придумала, что песня «Не обижай меня» про него. Между прочим, да. Да? Да, потому что мы как-то встретились уже, не помню в каком городе, Днепропетровск или что-то такое. И он сказал, ну вот, все, давай уже прощаться. И как бы я вот вряд ли мы уже как-то... Ну, то есть мы видимся, будет, но я уже знаю, куда я пойду, и все. А из окна этой гостиницы был парк виден и такая дорожка. Понимаешь? Красивая такая дорожка. В сумраке даже была видна. И я стояла у окна, и он уходил по этой дорожке. Такой красивый кадр. И я всегда, когда пел эту песню, я вспоминала, как он уходит по этой дорожке. Да он меня не сильно обижал. Так, господи, что ему обижать? Ну, просто песня такая, типа, для всех. Кто меня обижал? Много обижали? Много, конечно. Я уже неуязвима, потому что очень много было. Я не буду сейчас перечислять, что это прибалтийская история, сколько нервов было. В гостинице? Да. Ну, вообще на пустом месте. Ну, скажи мне просто, вы не хотите пускать меня за границу. И все. Ну, зачем придумывать это все, вот этот кошмар? И эти статьи, «Ленинградская правда», там «Антисоветчица» и все такое. А им отвечала «Московская правда». Все не так просто. Все не так однозначно, понимаешь? То есть обязательно какая-то история, которую можно описывать. Но тогда был замечательный человек, Яковлев Александр Николаевич. И он, конечно, все это размотал. И я поехала с этим Удо Линденбергом. Почему-то думали, что он такой фашистующий молодчик и против Советского Союза песня, а у него ни одной такой не было. То есть придумать же надо было такое. Но... Вы бы видели, как меня встречали в любой гостинице Германии. Все на вытяжку стояли. Скандала не хотели. То есть они начитались. Ой, когда приезжал и когда уезжал. Оставьте нам, чтобы все хорошо. Это хорошо. Ну вот Болдин. До сих пор мы как бы дружим. Прекрасная жена Маринка. Ну и третий.
На этом моменте, на самом деле, мы с вами познакомились. И тогда мне было там сколько-то совсем мало лет, и я брала у вас интервью, а вы мне сказали, ну спроси что-нибудь про Филиппа. А мне так было неловко. И я говорю, а зачем вы вышли за него замуж? Знаете, что вы мне тогда ответили? Что, я не помню. Вы мне сказали, что он пообещал сделать меня счастливой, но пусть попробует. Меня это так поразило. Потому что мне казалось, да, что можно выйти замуж за Филиппа Киркорова от отчаяния. Ну, в принципе, да. Меня забодали. Моя мама пока была жива, что помоги Филипчику. Его бабушка, которая дружила с моей мамой, помоги Филипчику. А почему он нуждался? Вроде как молодой, талантливый. Это было еще с подросткового... Ну, а вы с его мамой дружили? Ну, я знала, конечно, да. Я не любила Бедроса, но Виктория была, конечно, грандиозной женщиной. Она вот болела раком. И ее безумная, просто сверхъестественная любовь к Филиппу, мне даже тогда непонятно было. Сейчас, как вот я Горюшку люблю своего, она поражала просто, поражала. И это тоже особая какая-то история, потому что она умирала. Я приехала к ней. Она мне ставит кассету, а он там пел какую-то песенку в штанах, как-то в горох. В общем, тут перья, тут и что-то. Она говорит, ну что это? Ну подскажи ему, ну скажи ему что-нибудь. Ну я так приходила к ней, потом она, когда уже совсем плохая она была, прошу тебя, не оставляй его, помоги ему, будь с ним, будь как мать ему. Ой, так все это тяжело вспоминать. И когда ее увозили уже на операцию, как она, последний взгляд на него было, да, это очень тяжело. Ну, и так как-то решили, что я буду с ним, помогать ему. Ну, я думала, ну что, года 3 вот я подниму его. Ну, можешь было не жениться? Ну, как? Ну, тогда, понимаешь, в чем дело? Если говорят роман с Пугачевой, это знают все. А это... Выйти замуж за Киркорова. Кто такой? Да вы что? Да как это? И об этом говорили все. И сразу привлекает внимание. Ну, это такой ход-то примитивный, конечно. Но очень хорошо работал в то время, во всяком случае. Сейчас работает, и тогда. Ну, вот так получилось. Что. Он не может быть на меня в обиде. Я ему дала все, что могла. А он вам? А что он мне мог дать? Ну, спасибо. Ну, не знаю. Он только насмехается надо там в КВН там, или еще чего-то. Ну, в принципе, он... Видно, что он благодарен мне. Насколько я понимаю, это что, разве не так? А как вот после этих 3 раз помощь другу объяснить Максиму, что это по любви? Сделать ему возможным поверить в это? Да, мне плевать было, поверить или не поверить. Я влюбилась, и все. Поняла, что это вот то, что нужно, и он понял. И это было странно, даже иногда непонятно мне самой. Как так получилась абсолютная гармония? Мы в каких-то одинаковых семьях. Ну, я раньше, конечно, он позже. Но абсолютно то же воспитание, какое-то отношение, благородство. Не только какой-то половой связи, понимаешь, без этого никак. Но и дружба, и понимание, и поддержки. Ну, что такое семья? Это же не только секс, правильно? Личная жизнь есть после 50? Есть. И есть разные способы, чтобы возраст не мешал, но получать удовольствие. Это потом вы мне расскажете. Мне тоже как-то надо готовиться. Ну а что? Хотите же все, так давайте, получите все. Я даже не знаю, я не нахожу слов. У меня все время сейчас в башке вот это вот, то, что в России все время говорят, там семейные ценности, да. Семейные скрепы, семейные традиции. Вместо того, чтобы брать пример, так они еще как-то так... Ай, не хочу на эту тему говорить. Мы счастливы, слава Богу, были бы здоровы они, потому что я не представляю, что без него делать. Я молюсь каждый вечер и утро, чтобы все были живы-здоровы и под мирным небом. Понимаешь, это так важно для меня. Я же тебе рассказывал, что где-то в 12-13 лет бабушка на святке, на что-то, она мне на палец навязала ключ и под подушку замок положила. Сказала мне, что я должна сказать: суженый, ряженый, покажись. Я это сказала, естественно, не придавая значения, и заснула. Утром я с сочинем, который она испекла, сочинь такой творожный, должна была выйти на улицу и спросить первого, которого я увижу, как его зовут.
И я вышла на улицу, холодрын, никого нет в нашем зонтичном переулке. И вдруг вижу, дядька какой-то с портфелем вышел с соседнего двора. Я говорю, стойте, стойте, я за ним иду, а он от меня почему-то. Я за ним. Я говорю, да подождите. Я говорю, дяденька, ну, сочельник, я вас поздравляю с этим праздником. У меня вот очень за пазухой. Мне нужно узнать ваше имя. Он говорит, господи, имя, зачем тебе имя? Я говорю, ну, так полагается. Тогда вашим именем будет мой главный там человек, суженый, ряженый. Он говорит, Георгий. И ушел. Так. Так у меня ни одного Георгия не было. Понимаешь, такой вот Жорики там были какие-то, но чтобы вот Георгий нет. И я была странно удивлена, что все совпало в этом сне, а вот это как-то не совпало. И только когда на участке замка Макс приобрел скульптуру святого Георгия, я поняла, что он же со мной все время, он меня защищает от святой. Вот он, святой Георгий. И на доме был святой Георгий. И я ему молюсь теперь все, святой Георгий, то и то говорю. В России принято считать, что либо ты счастлив на работе, успешен на работе, либо счастлив в личной жизни. Подожди, я же тебе не рассказал, что сны, для меня это очень интересное событие в моей жизни. То есть там было 5 эпизодов, то есть вот я встала утром, запомнила, но с другой стороны я сразу потом и забыла. Я их вспоминала только когда они случались в моей жизни. То есть лестница с какой-то выбоинкой такой, понимаешь, я поднимаюсь по ней, крашеной этой олифой. Справа дверь, слева дверь, открываешь дверь, там коридоры, какие-то студенты типа там бегают. И прислоненная такая лестница из полежков такая, знаешь, это на чердак. Когда я пришла к своему вот этому первому, так сказать, почти жениху Валерке Романову, я смотрю, как интересно, лестница. И вспомнила этот сон. Но не было дверцы направо, и лестница была по стене железная. Открываешь дверь, там студенты. И я ему говорю, Валера, ты знаешь, это во сне-то, может быть, ты действительно моя судьба. Но когда Валерка уехал на этот свой Суэцкий канал, я познакомилась в эстрадном училище с Миколасом. А еще перед этим я зашла к поэтессе Карине Филипповой и Кириллу Акимову, композитору. Он должен был дать клавир какой-то песни. Я захожу, звоню в дверь, открывается дверь, он мне говорит, я думаю, что это? Моя сегодня открывает что-то. Думаю, кто моя жена? Типа, Карина Филиппова. Вот это был вид. Маленькая квартира, рояль, тахта, на которой сидит с длинными волосами. Вот так вот сидит вот такая женщина. Красивая. Перед ней какие-то ложки серебряные. И я зашла, она вдруг как заорет. О, Кирилл! Кирилл, смотри! Смотри! Кирилл, что ты видишь? Звезда пришла! Боже. Ты понимаешь, звезда! Ты не представляешь, какая она будет звезда! Я думаю, это она про меня? Или что с ней такое? А мне нужно в ГУЦИ ехать на работу устраиваться, потому что концертмейстером. Думаю, угу. Звезда там. А еще, говорит, первый мужчина, которого ты встретишь, это будет твой вот муж. Конечно, я с интересом ехала туда. Я подъезжаю, и на ступеньке выпрыгивает прямо Олег Непомнящий. Кучерявый, глаза маслины такие. И он такой, ах, хорошо, какое замечательно. О, мы так вас ждем. Пойдемте. Потом мы заходим, и он кричит, Миколас, прими нашу аккомпаниаторшу, а я пошел за ключами. Я поднялась на 2-й этаж, такая вот ниша, значит, и дверь. И мы стали друг против друга. Я говорю, как интересно. Он говорит, что? Иду от гадалки, какой-то колдуньи. Она мне сказала, что первый мужчина, которого я встречу в этом училище, будет моим мужем. А Миколас говорит, это я, первый мужчина. Ну, посмеялись. Ну, так стал, видишь. Это удивительно просто. Эти сны, они все сбылись, потому что вот эта лестница, как раз он меня пригласил в общагу, Миколас, и я споткнулась, как во сне. Об эту щербинку? Да. Вот тут уже было точно как во сне. Ты понимаешь, как я шла туда? Ты представляешь, у меня самый мороз по коже. А это правда, что ваша прабабушка Марина была колдуньей? Ну, была. Я не знаю, колдунья это или ведунья. И она излечивала, и прожила до 95 лет. Ее все обожали, она помогала людям. Она уже бежала к кому-то и упала замертво. То есть 95 лет бежала.
Да, но потом эти, которые помоложе, они знали, как там, чего. Они мне рассказывали разные вещи, которые могли бы пригодиться в моей жизни. Но я запомнила только, как бородавки снимать. Но ходят слухи, что вы что-то умеете руками делать. И не только руками. Об этом не говорят, понимаешь? Не говорят. Наверное, да, потому что полвека я на сцене. И очень мне важны руки. Если кто обратил внимание, то я практически вот как бы вот эту вот всю массу как бы держу. Она для меня такая, как какое-то желе какое-то, не знаю, оно такое воздушное. Да, это есть такое ощущение, но я не буду говорить, что это, я же не Катя Лельшина, там, НЛО. Может, она их видела, я нет. А тут я не знаю, может быть, это действительно так, а может быть, нет. Маму свою я поддерживала, она верила, что я могу. У нее было 5 инфарктов, и каждый раз я ее оттуда убирала. А на последний, видишь, не успела. Орфей – это тот момент, в который вы про себя себе сказали, что «а вот теперь я могу петь, что я хочу, выбирать, что петь, и вести себя на сцене так, как я считаю правильным». Во-первых, я никогда даже и не думал о том, как правильно Вы разговаривали вести с людьми со сцены, то, что в Советском Союзе вообще-то было не принято. Ну, во-первых, потому что я очень такой зажатый был человек, достаточно комплексованный, боялась сцены всю жизнь. За кулисами собиралась, я успокаивала. Говорю, Господи, за что мне это? Господи, за что мне это? И мне необходимо было вот 3 песни, которые я должна была даже успокоиться на них. После этого я должна была что-то говорить. Я не просто из воздуха брала. Я чувствовала, что вот это надо им сказать. И то, что в мире происходит, и то, что в стране происходит, и пошутить на эту тему. Я почти Галкин, понимаешь, была так. Да. Вас этому никто не учил? И никто не подсказывал вам этот образ? Нет, это все импровизация. Если бы я могла записывать то, что я говорила и как общалась, это было бы интересно. Я настраивала себя этим и публику. Мне это было очень необходимо. Я понимала, что вот здесь надо что-то сказать. Но с первого же концерта сольного я говорила в конце, что если что-то осталось в ваших сердцах, то больше награды для себя я и не желаю. Это был как амулет у меня. Всегда шла на сцену как последний раз. Я думала, что вот сейчас что-то не так, и меня выгонят с этой сцены. Ну, время такое было. Не то скажешь тоже, вот не то споешь. Все могут короли, как запрещали петь. Уже гран-при получила, они все ее запрещали. Но я все равно спела. Взятку дали звукорежиссеру, он как бы случайно нажал там. Но часто вас критиковали за то, что ваши выступления были слишком интимными, вели вы себя слишком откровенно. Мои? Я ничего не помню, я как-то не этим живу сейчас. Песню какую-то пела, что ли? Да даже у нас в Ростове вы пели и плакали. Ну это, вышло в песне, что ли? Ну, конечно. Ну я думал, что это вышло и плачу. Ну это не очень хорошо плакать на сцене. Лучше, когда плачут в зале. Но бывало иногда, что меня продирало. Да, вот на песне «Не отрекаются любя» могло быть такое. Заигрывалась. А так, моя задача была не показать, что я плачу, а довести людей до счастливых слез. И вообще жила как-то практически всегда, чтобы кого-то сделать немножечко счастливее. Я уж не говорю о зрителях. И в жизни также. Я, правда, об этом никогда не распространялась. Пожалуй, первый раз это говорю. И вообще, мы тут с Максом сидели, и я вдруг поняла, что я, оказывается, всю свою жизнь жила для других. Я не задумывалась об этом никогда. Наверное, потому что мне так легче жить, и это цель какая-то приятная, задача выполнимая для меня тогда и всегда. И сейчас тоже это держит меня на плаву. Но что толку я буду жить, как это для себя, для своих утех и все. Это вот Макс делает мою жизнь там то веселый, то подарит, да, то еще что-нибудь, что-то расскажет, покажет, заботится обо мне. Я чувствую себя, да, что вот и для меня живут. Вот, ну, пожалуй, первый раз в жизни. Интересно. Хейт в вашей жизни начался когда? После Орфея тоже? Или до этого уже было? Ну, когда стало популярное, тогда и началось. Когда появились эти балахоны и все. Мешок с лохматой головой, вульгарная певица одной песни. Не обращайте на нее внимания. Меня не пускали в песню года до 79-го года. То есть Арлекина так и не был. Но в 79-м году
по-моему, песня «То ли еще будет». Смешная история, когда я пришла заранее, как всегда, все. А Силантьев, дирижер, этот, он меня знал хорошо. И он говорит: ты почему так рано пришла? Я говорю: ну как, надо готовиться. Говорит: так, чтобы тебя никто не видел. Ты звезда, ты должна опоздать. Я первый раз такое слышал. Я говорю: зачем? Он говорит: вот слушай меня внимательно, значит, вот опоздает там минут на 10, и все. Оказывается, свои правила были тогда, понимаешь. В балахоне мне было легче, потому что все время пот струился по мне. Не хотелось, чтобы была мокрая одежда, поэтому мы его расписали, Слава Зайцев, чтобы черное здесь было в тех местах, где потеешь. Ну, тут так, вот зачем это рассказывать? Это, ну, балахон и балахон. Но это костюм рабочий, поэтому он мне очень помогал. И многие певицы взяли это на вооружение, особенно оперные. И не только в России. Вот в этот период, когда Пугачева равна себе Пугачева, которая еще не объявила о том, что она уходит со сцены. Вот в этот период какой самый счастливый день? Рождение дочери. Самый счастливый день в моей жизни. Кристина – это для меня, конечно, после 60 вот счастье, а до 60 – это, конечно, рождение Кристины. Много внутренней борьбы у вас было, когда Кристина росла, а вы были на гастролях и, в общем, фактически не видели, как она растет? Ну уж так прям не видела. Ну сколько гастролей длятся? Бывает и по году. Нет, ну что ты. И вот ради нее я сокращала гастроли. И чтобы, конечно, быть в поле ее видимости и как-то воспитывать ее. Ну, конечно, мама одно, а бабушка другое. Понимаешь, мама – это мама. И она не может быть обижена на меня. А у вас-то чувство вины есть? Дети всегда найдут, о чем психологу рассказать. Не знаю, я когда-то какое-то время думала: вот, мало это уделяла. Потом думаю, как это мало. Но я ей дала жизни возможность делать что-то и все такое, поэтому у меня вины за собой я не чувствую. А у вас разговоры про это были? Ну, когда она уже выросла? Ну, шутливые были. Я помню, даже на ее дне рождения сказала: дайте слово матери Ехидне. Кстати, как вы отреагировали на то, что это первое, да, лето, когда Кристина не может приехать, не может привезти вам внучку? Ну, жалко, что не увижу Клаву, но есть другие города, в которых можно встретиться. Понимаешь, слава богу, свобода. Ну, это странная ситуация, хотя мне понятная. Понятная в чем? Ну, есть тревога в стране, понимаешь, и понимаешь, от чего. Есть тревога, люди стараются власти показать, как они берегут спокойствие и безопасность страны. Ну, вот Кристина попалась под руку. Хотя это юридически неправильно, она гражданка Евросоюза. Ну ничего, это же не ее проблема-то. Это проблема вот государства, которое все время тревожит. Жалко поклонников, зрителей, которые не увидят эту программу замечательную. Я так думаю, что это и есть главное, что программа на русском языке, и как бы не очень хотелось бы. Но вопрос справедливости здесь встает? Ты знаешь, в это время не встает. Каждый заботится о себе любыми способами. Ничего не поделаешь. Зато Кристина поехала в замечательное путешествие. Показала Клаве полмира уже, по-моему. То есть персональной вашей обиды на Латвию нет в этом? Вы понимаете? Еще не хватало обижаться на это. Вот не вижу свою внучку. Вот не дали мне в Латвии с ней встретиться, но я вижу в Инстаграме, как они путешествуют. Это такая красота. Но, наверное, я преодолею вот какой-то барьер и все-таки слетаю к ним в Америку. Соберемся, и ты тоже. Соберемся, да, и поедем. В Америке у вас есть еще одна ваша, как это называется, креатура, еще один ваш ставленник, есть Никита. О, Никитка. Который заслуживает отдельного разговора, это мне кажется. Отдельный разговор, и очень серьезный разговор, и он очень талантливый человек. Ваша заслуга в этом в чем? Моя заслуга в том, что я его отругала когда-то еще, когда он уже жил у нас там в Бережках на Истре. Я услышала, что он ругается матом, там, ну, друзья все там все. Вот тут он получил. Потому что я считаю, что мат – это от беса. Вообще все вот это. Ну, вот мне, знаешь, как… Ну, вы ругаетесь? Да я, конечно, могу, я умею, но это не значит, что я должна разговаривать матом. Я считаю, что очень весело, когда мат в частушках, в анекдотах. Мои музыканты, если они услышат от меня на репетиции: все,
Они знают, что это предел. И говорят, все. Ну вот 2 слова я употребляю. Но то, что я слышу сейчас, это просто уже русский язык матерный. Вместо того, чтобы... Вот я смотрю, там, когда там что-то летит, там люди... Как мы говорим? Боже мой, что это, да? А у них... Поняла? Поняла. Ну, как можно употребить, я понимаю, там это уже наша фишка. А вот просто разговаривать матом. Это просто унижение языка, я не знаю. Да и своей личности тоже. Тут что уж такой у тебя словарный запас маленький, что ты не можешь объяснить по-человечески. Но вернемся к Никите. Давай не будем возвращаться к Никите. Я его настолько обожаю. Мы все его очень любим. Желаем ему... Но у него большая творческая судьба, как вы видите. Я вижу, что должна быть такая судьба. Но он абсолютно инертный по отношению к действиям для себя. Тут уж он немножко в меня пошел. Да, потому что я... Ну уж вы-то как боролись за себя? Как в смысле, в творческом? Нет, а что боролся? Я пел и Кто пел. придумал фразу «Вы еще обо мне услышите»? Это я. Когда я первый раз меня взяли на гастроли, это было 30 концертов. Киров, Пермь, Свердловск, Омск. С Лившицем и Левенбуком. И у них был директор, дядя Леня. Конечно, для 17-летней девочки это было тяжело, но я не пикнул ни разу. У меня слезы замерзали в этих автобусах холодных. В степи застревали там где-то в полях. Вот эта ужасная сцена вся в дырках. Те маленькие гостиницы холодные. Все это надо было выдержать, но я думал, что вот это и есть жизнь артистическая. Правильно все. И когда после всего этого вдруг я слышу, что они слушают другого певца, очень хорошего, кстати. Я поняла, что они уже сейчас хотят меня поменять на него. Я пришла к Леониду Абрамовичу, и он начинает издалека. Какой дядька такой? Слушай, а ты где живешь-то в Москве? Я говорю, я живу на Крестьянской заставе. Где это? Я говорю, такой район Москвы. Я говорю, там первый часовой завод есть. Слушай, а иди на этот завод. И часы будешь делать, и самодеятельности петь. И вдруг я повзрослела лет на 10. Если вы хотите заменить меня этим певцом, он так и скажите. Он говорит, нет, это не сейчас, ты сейчас это все отработаешь. Что-то. Я говорю, а на завод часовой? Я говорю, я не пойду. И почему-то сказал ему, вы знаете, Леонид Абрамович, пройдет 6 лет, и вы еще обо мне услышите. Вы будете просить меня, чтобы я пела где там, как вам нужно, а я не пойду. Я ушла. Сняла это парчевое платье, которое они мне заставляли одевать с открытой спиной. Сняла каблуки, одела черную юбочку, белую кофточку. И вдруг сказала музыкантам, можно я сама? Села за рояль и стала петь песни. Прошла на ура. Первый раз за всю поездку. Помню Высоцкого, потом свою песню. У меня был успех. Что было с лицом Лившица, он немножко другой человек, и что было с лицом Левенбука. Он вот так стоял. Молодец, молодец, молодец. Вот такой вот пугачевский бунт. Вы еще обо мне услышите. И я всем, кто вот в этом фактор А. Конечно, это расстраиваются люди, когда говорят, вот вы не проходите. И я их всех заставлял говорить, что вы еще обо мне услышите. Вы рассказывали всегда про женщину от имени женщины, и вы женщина, которая поет. А это значит, что там 90%, конечно, вашей аудитории – это женщины, которые примеряли свою судьбу на вашу. Правильно и хорошо. Россия – женская страна? Мне просто кажется, что нет ни одной страны на свете, где женщина не была бы так важна. Что мы из поколения в поколение, женщины в одиночку растят своих детей и передают этот опыт по наследству. И вот этой странная история, когда не всегда до конца уверен, тебя мама любит или нет. Потому что она занята кучей бытовых проблем, потому что ей нужно и папу заменить, и себя. Это не ваш случай, но в России это сплошь и рядом. Я знаю, потому что я вообще, так сказать, сторонник борьбы за права женщин. Очень много зависит, конечно, это так банально все, но это правда. Зависит от образования женщин, понимаешь, и мужчин. Потому что человек образованный, он будет более, так сказать, стремиться к семье. А человек, который не очень образован, он живет тем, что вот жизнь ему дает познания какие-то, и все. А эти познания можно как угодно перевернуть.
какая должна быть у тебя жена? Я считаю так. Знаешь, если что, так кулаком. Долг женщины родить. Да, особенно священнослужители стараются. Мне страшно, это такое мракобесие. Боже мой, что они гонят? Кого они хотят сделать из женщин? Я не говорю про женщину, которой можно все. Есть рамки приличия, есть рамки семейные какие-то, не знаю, достоинства, чести. Тоже есть. Но что это сейчас происходит, я даже не хочу на эту тему говорить. Это очень серьезная тема, очень. Женщина, ее надо беречь, лелеять, за здоровьем следить. Хотите, чтобы рожали все? Вот этот призыв – рожать. Подросткам в школе рожать. Кто это все придумывает, что они курят в этот момент? Я не могу понять. Да ты просто дай достаток семьям, тогда захотят рожать. Они сразу пример. Ну, у тебя вот не было достатка там какого-то, а ты рожал. Почему? Ну, у меня было на что, в принципе, и куда привезти. А у людей ни жилья, ни денег. Молодые люди хотят не просто родить ребенка, потом не знаешь, куда его девать. Ну, почему? Его можно вырастить и отдать на фронт. Ой, ты мне про это вообще не говори. Это кошмар какой-то. Вот как я жила бы в России, предположим, да, с такими призывами, и Лизе, я бы сказала, так, быстро рожай. Мама, я забеременела, знаешь, там в 9 классе каком-то 10. Как ты не смей, надо рожать. Ну что это? Аборты делать, да, это плохо. Но если учить девочек, там, как себя вести, это целая школа жизни с этого начинается. Но вот просто приказывают рожать, еще такие некрасивые люди это все говорят. И все так нагло. Ай, ужас, ужас. Раз у нас интервью про правды. Песня маэстро же не пропался. Она же Арбеляну посвящена. Ну, я где-то, может, и говорил, что Арбеляну. Ну, вы-то как чувствуете? Ну, ты имеешь в виду прям конкретно, что вот я стою, ну, это образ начинающей певицы, которая хочет на сцену, и ее учитель, вот этот, ну, тот же Паулс, там, Арбелян. Это же собирательный образ. Я должна посвятить была Арбеляну. Нет, легенда такая, что вы ему подарили афишу, которую подписали, что у нас одна святая к музыке любовь. Скажи, внученька, это когда это было? Я вообще не помню, что я подписываю. Ну, я всегда подписываю правду. Не знаю, про что ты говоришь, какая афиша. Сделать приятное человеку, ну почему не сделать? Ну, какая вы? Ну, потому что я его люблю. Он замечательный. Музыку Паулса «Миллион алых роз», стихи писал Андрей Вознесенский. Да. Человек, который вообще-то не поэт-песенник. Как вы Вознесенского заставили написать текст попсовой песни? Ну, я его заставил, он написал. Меня просто заставили ее спеть. Мне что-то она не очень нравилась. Это была латышская песня, только вот ее перевели на русский язык. По-моему, в латышском варианте она вообще не про «Миллион алых роз». Понятия не имею, но точно не про это. А он написал вот такой текст, представляешь? А потом меня, Андрюшенька, он так меня мучил, он говорит, слушай, а может быть прибавлять сумму с каждым куплетом? Я говорю, как это? Ну, в первом 1 миллион, а во втором 3 000 000. Я тебя умоляю, дай хоть это спеть, 1 миллиона хватит. А вам она не нравилась? Ну, что-то у меня был такой период, что как не до этих песен. Ну, как-то я, наоборот, хотела более такие... А это ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но я поняла, что это хит. У меня была кассета с собой в Югославии. И был очень хмурый водитель, который нас возил по Югославии, по горам этим всяким и местностям. А я изредка ставил эту кассету, чтобы удостовериться, что хорошая песня. Ну, слушаю ее. И потом один раз в какой-то проект не поставил. Он говорит, 1 миллион. Тебе вам нравится эта песня? 1 миллион. И так мы с этим 1 миллионом всю Югославию проехали. Расскажите про Ахмадуллину. Это женщина, которая очень впечатляет. Я думаю, что это невозможно специально сделать, эту манеру разговора. Это невозможно показать, как она это... Это было ходячее вдохновение и своя философия. Она могла странную фразу залепить какую-нибудь. А когда она негодовала, она дышала и говорила, как ты могла? Алла, как ты могла спеть эту песню, когда я буду бабушкой? На стихи Марины Цветаевой. Песня называется «Когда я буду бабушкой». Это
это нельзя петь, это святое. Этого нельзя было делать. Она вся такая. Вот, я на нее смотрела, говорю, ну ладно, говорю, я постараюсь не повторять ошибок. Посоветуй мне, кого спеть. Ну, меня. Ну, она очень неповторимая, вот так скажем, понимаешь, забавная. Она могла вот так смотреть на меня, смотреть. Я помню тебя еще в красных носках. Каких носках? В красных. Волшебник-недоучка, вы стоите в красных носках. Да? Вот да. Видишь, а я не поняла. Да, замечательные люди. А Куджава, это удивительно, что мы вот так вот не встречались с ним. Но он знал обо мне, он следил, так сказать. И когда я написала песню «Осень, рыжая подружка», если есть гитара в доме, если есть гитара в доме, в нем уютно и тепло, в нем уютно и тепло. это я написала как бы ему на день рождения. И он, ну, поскольку музыки тогда не было, то я просто наиграла «Осень, рыжая подружка». Ну, как они любят барды. Он был в таком восторге. Это для меня было просто как медаль какая-то. И, конечно, для меня эти важные строчки, как же они... У меня всегда они записаны. Вот всегда. Я с собой ношу. Просто я боюсь, не дай бог, неправильно что-нибудь там сказать. Может, ты не станешь победителем, но зато умрешь как человек. Всего 4 строчки, знаешь, но очень важные. А я тут как раз что-то творила, стишки написала. Вы сейчас? Да, мне иногда нападает вот так вот. Я вот хочу записать песню о том, что творится в шоу-бизнесе. Вот это вот. И там есть строчки. Устрицы на блюде, даже и бананы. Погибают люди, всем по барабану. Вот это важно, понимаешь? То есть, ну, действительно, такая трагедия, можно сказать, и в стране, и во всем мире. Подумаешь, где-то там это происходит. И о Куджаве вы ему по телефону спели? Как вы ему спели? Я передала на кассету, меня записали. Его жена передали. Это приятно. Я вообще бардов любила. Из последних вот таких вот, как бы Сашка Розенбаум, он все-таки остался бардом по сути своей. Поскольку я из Ростова, а в Ростове всегда, значит, все, другого слова не подберу, угорали от того, что самые главные казачьи песни, самые точные казачьи песни в этой стране написал еврей. Ну, может быть, точнее, когда ты возлюбил эту тему, и ты ее честно поешь. Я же тоже не цирковой артист, а с какой любовью Арлекино спела, понимаешь? Ну, у вас хотя бы есть цирковое образование. Я, правда, не еврейка, хотя, по-моему, Валентина Талызина, она утверждала, что смешно. Сдавала даже кровь. Я все хотела быть. Я говорю, Макс, я такая умненькая, такая, знаешь, талантливая, наверняка я есть еврейка. Он говорит, да молчи ты, какая-то еврейка. Я говорю, ну вот надо, хочешь уточним? И нам с Америки Кристина привезла такую пробирку. Значит, надо плюнуть в эту пробирку, и тебе пришлют все, какая кровь в тебе. Я не еврейка, но зато я наполовину полька. И теперь я поняла, почему в Белоруссии родня у меня, потому что, видно, они из Польши как-то пришли, и там в Белоруссии остались. А я думала, почему у меня такая Едвига вдруг, понимаешь, там или какие-то польские имена. Вообще родословную моей собачьей жизни, понимаешь, честно говоря, вообще скрывали. Так я думал, что это может быть из-за того, что белые и красные там были, знаешь, старые все эти альбомы, просто куда-то они исчезли. И я все время хотел, он говорит, нечего тебе там делать. Ну, может быть, дворянское происхождение, может быть, что-то еще. Они как с тех пор и боялись, дедушка и бабушка. А бабушка еще к тому же Бухарина, поди знай. Да, действительно. Мало того, что Пугачева, еще и бухаринское что-то. Но поискать мне уже не дали, и нет такой возможности. Я, пользуясь, так сказать, положением, задам вам несколько вопросов про свои самые любимые песни. Про какую? «Самолеты», которую вы сами написали, и музыку, и слова. Ну, бывает так, я делаю. Вы так делаете нередко, но это самая моя любимая песня. У меня, конечно, под каждой песней есть какая-то история. «Три счастливых дня» – это 3 счастливых дня во Франции, потому что был человек очень такой умница
от какого-то предприятия, российская сталь, не знаю, станкоимпорт, по-моему. Это потрясающе был эрудированный человек, знающий Францию, Париж, во всяком случае. И он мне 3 счастливых дня сделал. Он мне показывал музеи, показывал художников, показывал рестораны, показывал Эйфелеву башню. Ну, весь Париж мне показал. И я это рассказала Илюше Резник, который, в принципе, жил у нас. И он написал эту замечательную песню. Про каждую песню есть. Ну, самолет-то вы сами написали. Ну, сама, но это время радиостанции «Юность». И как-то мы очень сблизились по-человечески. Я обожала Бориса Вахнюка. А он обожал меня. Программа была «Здравствуй, товарищ». И он стал мне писать письма. У меня вот такая пачка была. Не знаю, не могу найти. Каждое наше письмо начиналось «Здравствуй, товарищ». Ну, там, и все в стихах. Это уникальные были вот эти письма. Я не переживу, если не найду. Это просто кошмар. Я ему, естественно, тоже отвечала, тоже в стихах. И это был один из ответов. Боре начиналось, конечно, ну, здравствуй, товарищ. А самолеты улетают, тают в облаках. Я в одном из них сжимаюсь, маюсь, прячу слезы в кулаках. И, между прочим, улыбаюсь. Боюсь, боюсь не улыбнуться, ведь я же в первый раз пытаюсь себя заставить не вернуться. И у этой песни было 2-е рождение, когда ее спела Манижа в Гоголь-центре на концерте на Шаала. Ой, ну Манижа – это вообще гениальная певица. Гениальная. Причем неважно, как она выглядит, не как сегодняшние певицы, которые мало думают о том, о чем они поют, что они поют, а главное, в чем они поют. И фигурки, и все такое. А тут такой талант. И она, конечно, могла бы стать певицей вот международного даже уровня. Слышали до этого, как она поет эту песню, когда вы были на концерте? Нет. Да, мне вообще этот концерт так понравился. Они, по-моему, опять где-то делать его собираются. Кирилл звонил, говорил. Ой, но вы были тем человеком, людей. который приезжал к Кириллу, когда он сидел под домашним арестом. Да. Не боялись? Конечно, ты меня не знаешь так, как другие там могут знать. Я даже не думала об этом. Ну, я не могла. Я просто приехала к талантливому человеку, которому тяжело. Это ваша инициатива была? Да, конечно. И его отпускали там на 15 минут. Ему можно было гулять. И мы погуляли с ним так красиво. И я счастлива, что я сделала фотографии с ним. Ну вот красивейшие фотографии. А это правда, что вам должны были в те времена вручить какой-то орден, и вы сказали, что орден не надо, отпустите одного парня? Ну, бывало и такое. Все было. Но вам не пошли навстречу? Не скажу. Сейчас я знаю, что вы передаете письма Жене Беркович. Да. А она попросила меня передать вам большое спасибо. Женя, я рядом. Не беспокойся. Чем могу, тем помогу. Дочкам твоим и все. Там еще и другая девушка есть. Петричук. Ну, тоже стараюсь как-то помочь. Ну, а как по-другому, Катя? Ну, как можно по-другому? Теперь я уже знаю, что можно по-другому. Можно. Ну, я воспитана на этом. Я жила этим и буду жить. Вот сколько мне не осталось жить, я буду только так жить. Вопрос от Жени. Какую свою песню вы поете, когда остаетесь сама наедине с собой, и вы счастливы? Я не пою, я играю на рояле. И что вы играете? Я импровизирую. Потому что так же, как мои маленькие рисунки настроения, которые иногда я пишу, это инструмент для меня, это просто момент настроения. Грустновато я туда, весело я так, ну вот, сыночек знает. А сегодня солнышко. Опять солнышко? Это вы все все наколдовали. Связь есть? Там не сильно вам солнце в глаза? Неважно.
пусть будет солнце в глазах, поднимет настроение. Когда слушаешь ваши песни подряд, то там начинается там робот, там еще что-то, потихонечку такой голос, слышно, что это голос невероятный, но это голос еще сам про себя не знает, что он может. А потом вдруг начинается, что голос делает то, что он считает нужным, не спрашивая ни у кого разрешения. Это где-то, наверное, 77-й, 78-й год и дальше. Для меня голос – это такой маленький человечек, который во мне, он то болеет, то он не хочет, то вдруг я ему приказываю, а он говорит, я хочу, там же вот какой-то маленький человечек. Я никогда не анализировала, как я пою, чем я пою, что я пою, там, что я пою, это анализировала. А вот голос свой никогда не анализировала. Но когда уже все закончилось, я поняла, что это поразительное было состояние, потому что я не думала о голосе. Я думала о том, что я пою, и сам голос, он меня выдавал именно так, как надо. То есть я им не руководила, там, ну-ка тут надо взять дыхание, а тут надо вот так вот, собраться. Нет. А вы о нем заботились? Нет, не заботилась, потому что я о нем вообще не думала. Я знала, что есть, и все. Причем я могла очень низким голосом петь, понимаешь? И мне так хотелось, добилась своего. Вот. И совсем высоким голосом. Но у меня был момент, когда я записывала песню для кинофильмов Зацепина. Песню «Шаман», кстати. Шаман живет там в каком-то краю. Да. Да. И там была высокая очень, я взяла высокую ноту. Причем я пришла больная, они говорят, ну нам срочно надо, там все. Я говорю, ну как? А Дербенев говорит, я знаю, что надо сделать, надо понюхать табак. Я говорю, что его нюхать? А я уж тогда курила. Это такой специальный табак, его надо понюхать. Дает мне, ну знаешь, как в старых фильмах эти графини. Да? Да, они вот так вот мне... Я отчихалась, отсопливилась, отплакала все, что нужно, и голос проявился. Как я дала эту ноту? Заслышав бубен, запляшут духи у огня. И лгать мне будут, что снова любишь ты меня. И, конечно, потеряла голос. Я месяца 2 не могла петь. Испугались? Да нет, ну что, лечилась, думаю, что. Но вот эти верхние ноты пропали. Зато появился низкий регистр. И я дико обрадовалась, потому что можно даже другие песни какие-то петь, более взрослые, более чувственные. Я же не примадонна, я женщина, которая поет. То есть как она поет? Зачем поет? Чем поет? А кто придумал эту фразу? Ну, это, во-первых, из фильма «Женщина, да, которая поет», и мне нравились стихи. Там была женщина, которую люблю. Ну, и вот как в фильме, там, типа, я поменяла. И так и пошло. И вот, когда мы разговаривали с Леней, он говорит, ну, вот так и надо и называться, вот эта женщина, которая поет. И с тех пор я женщина, которая поет. То, как меняется ваш репертуар в 90-е, это сознательное решение? А он что, менялся? Да. А я даже не задумался тоже над этим. Какое время такие песни? Вот, я про это и говорю. Особенно мне нравилось это, как бы случайно найдено музыкантом моим. Ням-ням-ням. Да-да. Нам не привыкам. Ням-ням-ням, о боли забывам. Эстрада, вот так назовем, да? Не буду говорить шоу-бизнес. Шоу-бизнес – такое дурацкое слово. Да. Эстрада – это зеркало времени, понимаешь? Все, что там делалось, все, что происходило,
Но я старалась так. Если очень грустное время для людей, я пела больше веселых песен. Вот как сейчас нужна Кадышева, вот так вот, понимаешь, позарез. Если уж такое прям разухабистое, я, наоборот, заставляла подумать. Ну, вот такая я, понимаю. О, какая я. Авторитет, понимаешь. Все это придумано, конечно, но возможности появились, конечно, больше. Вот мы сделали с Троицким тогда концерт Чернобыля, посвященный. Давайте тогда начнем сначала. 86-й год, апрель, авария на Чернобыльской АЭС. Ну. Вы с Кузьминым оказываетесь на концерте для ликвидаторов на первом. Да прям там на реакторе. Нет, был только Кузьмин и музыканты мои. И мальчик прелестный совершенно из Белоруссии. Мой поклонник и журналист. Он первый погиб после этого. Вы туда поехали по зову сердца или по приказу партии? Ну, я-то по зову сердца. Хотя нас предупреждали, мы ничего не понимали. Один Игорь Николаев не поехал, потому что он понял, что это опасно. Ну, то есть перед военными вы петь не ездите, а вот на Чернобыльскую АЭС, где... Ну, а как, Кать? Ну, ты представляешь, передо мной сидели смертники. Вы это понимали? Конечно, но мы уже назад-то куда нельзя, потому что люди просили Апельсины и Пугачеву. И я понимала, что это тяжелое положение у людей, такая катастрофа. Не до конца понимала, но понимала. И я отказаться не могла уже. Даже нас уж так застращали, что это нельзя, это нельзя. У вас с кем-то был разговор о том, насколько это опасно? Ну, какой-то хотя бы человек с вами разговаривал? Да. Что сказали? Не буду говорить, что... Там так говорил, что это не опасно, это опасно. Хотя все это в зоне как бы между какими-то лепестками, это называлось ромашкой, что вот вы будете между этими лепестками. Во-первых, не надо ничего есть, что там предлагают. Возьмите с собой что-то такое, сухарики, шмухарики. Похудела, кстати, там, за 3 дня. Сколько, да. И не ходите по траве, с цветами побегут к вам, не берите цветы. Ну, масса всяких вот таких моментов. Ну, конечно, мы вышли, все побежали к нам. Все побежали, а я, как всегда, не смогла. Ну, или идет человек с цветами. И у меня такая фраза какая-то все время сидела с детства, что должно, то делай, а там уж пусть будет как будет. Я думаю, я не могу побежать от человека, который несется. Ну и ребята тоже вернулись, взяли цветы. Там Барыкин еще был, да. Когда вы вернулись, вы с Троицким организовали первый в истории СССР благотворительный концерт огромный, на котором собрали денег едва ли не больше, чем бюджет. Да. И это, конечно, была классная идея Артема Троицкого. И очень нам помог Яковлев Александр Николаевич. Да. Но такого никогда не было в Советском Союзе. Откуда? Нет, это Троицкий знал, что так бывает вообще у людей. Была идея, мы ее воплотили. И с такой душой, с таким сердцем и на прямой связи организовали разговор с этими людьми. Это потрясающее событие в моей жизни, потрясающее. И неважно, какие уже последствия. У Барыкина сильнее, он там дольше был, понимаешь? А у него что? А у него тоже с голосом была эта фигня вот эта. Просто у вас? У меня попозже началось, потому что у меня щитовидка, и это на нее пошло. От щитовидки уже на гормональный фон, как это мне объясняли. А потом, значит, нет, петь-то я могу. Может, не так, как раньше, но могу, но говорить тяжелее. Поэтому я молчу. Жалели, что поехали туда? Нет, ни секунды. Ты не представляешь, что это было за ощущение, вот, когда ты с ними поешь, когда ты их обнимаешь, танцевала я с одним. Эти слезы на глазах у них, усталые эти лица, которые под конец уже вообще светлели уже просто светлые. Такая радость была. Правда, все, что я получила после этой поездки, это нагоняй за то, что я пела с бантиком большим черным. Это от кого нагоняй был? Ну, это, как всегда, кто-то, партийная организация. Мне дали шапочку, естественно, все были в шапочках белых, все. Ну, а мы, конечно, герои, понимаешь? Я говорю, давайте так, это настолько не идет, я не знаю, как петь в этой шапочке. Я повяжу бант, он круче вашей шапочки будет. Я повязала бант, и мне сказали, да, нормально. Ну, вот за это к этому бантику привязались. Никого не волнует, что мы сделали, в чем там наше геройство, в чем наша слабость. Она пела в черном, на голове черный бантик. Понимаешь? Какой ужас. Ой, все время что-то запрещали. Вот это, знаешь, прожить в стране запретов 76 лет. Ну, были проблески, конечно. Вот когда Горбачевская, то вот теперь была такая. Не хрущевская,
Хрущевская не считается? Ну, ничего, тоже все уже выдохнули, когда он стал вдруг резко понимать в искусстве и в творчестве. Чего-то вдруг. Он, наверное, боялся американского влияния, как всю жизнь в России. Я не помню, сколько мне было лет, в каком году, но при Хрущеве как бы веселее стали отношения с Америкой, и у нас в Сокольниках проходила американская выставка. Это было событие. Мало того, что там продавали Кока-Колу, очередь стояла. Я думаю, какой напиток, наверное, я тоже. Значит, мы встали, мама, папа, я, брат. А потом смотрю, что-то они эту Кока-Колу не пьют, а стаканчики забирают. Потому что у нас не было этих пластмассовых стаканчиков. Понимаешь? И все стояла очередь, можно сказать, не за Кока-Колой, а за этими стаканчиками. Дошла наша очередь, я ее попробовал, думал, гуталин какой-то. Гуталин. И, короче, я машинально вылил это вместе со стаканчиком. Мама говорит, чё ж ты? Представляешь? Там еще такие были значки круглые, большие. У нас тоже таких не было. Красивые такие. И мы впервые увидели красочные такие полиэтиленовые пакеты. И, конечно, цветной телевизор мы увидели. Для того, чтобы их не разбили, там каким люди. Они были наверху. И все стояли вот так вот, смотрели с открытыми ртами. Как это? Телевизор цветной. А потом подходили к краю, там такую, внизу танцевали рок-н-ролл. И все ждали, когда он ее перевернет, чтобы трусики увидеть. Вот это вот даже, настолько вот такие люди у нас неискушенные, чистые. И такие вот, у них такой интерес был ко всему этому. Конечно, там же на этой выставке были показаны абстрактные скульптуры. Мне это было интересно. Вот как они человек это сделали просто одним камнем. И видно, это так заинтересовало людей, что когда у нас появился вот такой ярый абстракционизм, то этот испугался, значит, наш руководитель. И надо ж такую выставку хорошую бульдозерами, там эти бедные защищали свои картины. Там все. Но вообще была в жизни, несмотря на какие-то запреты, интересные. Вот у памятника Маяковского мы всегда ходили слушать стихи. И вы тоже ходили? Конечно. Это же так здорово. Хотя потом их разгоняли, все это. Но, опять же, запрет еще интереснее, как всегда. Стиляги. Фильм по стиляге посмотреть, все правда. Но запреты эти, конечно, особенно попозже, вот когда стиляги были, нельзя было ходить пацанам с длинными волосами. На улице остригали. Или в милицию отводили и обстригали их. Запретили, значит, Солженицына читать. А я ее обнаружила у родителей под бельем там где-то, эту книжку. И мне очень хотелось почитать, я ее прочла. И как вам? Это же тема такая, знаешь, не для подростков. А там что было, архипелаг ГУЛАГ или один день Ивана Денисовича? Архипелаг. Тюрьма. Что? Я думаю, что ее запрещают. Когда пришел Горбачев, вы уже взрослый человек, да. Что это было? Это был такой глоток свободы. Вот свобода не во всем, не вседозволенность, а свобода сказать что-то, свобода мышления твоего, свобода желания какого-то там очень важного, что ты хочешь вот это сделать, но тебе запрещали, а ты можешь. Это вот такое чудесное время, и потом до Горбачева нас же ненавидели, в принципе, на Западе, а нам приходилось ездить туда, и мы это чувствовали. Старались даже особо по-русски-то часто не говорить. Как сейчас? Да. Это уже все было. И когда вдруг перестройка, а мы поехали на рок-фестиваль с музыкантами, и мы увидели, боже, какое счастье! Нас обнимали и говорили: перестройка, перестройка! То есть люди хотели бы с нами дружить и любить нас, понимаешь? Ну вот и такое счастье было, что это случилось. А потом мы им все равно показали Кузькину мать. Это правда, что в 96-м году вы отказались участвовать в туре «Голосуй или проиграешь»? Это за кого голосовать-то? За Ельцина. Ну, когда мне надо было голосовать, я голосовала, я хотела. А тут что-то не захотел. Мы потом встретились, когда уже он ушел, все, мы с Игорем Крутым пришли к нему в гости. И потом, честно тебе скажу, после этой встречи напились. И говорим: какой классный чувак, сказал этот Крутой. Говорит, какой же он классный. Ну, классный, не классный, а у тебя такая была роль правителя, можно сказать. Правители тоже делают ошибки, но некоторые переосмысляют их, а некоторые нет. У некоторых нет мужества признать ошибку. Нет мужества покаяния. Это великолепная, благородная черта. Но пока что я их таких уж не вижу. А Горбачев каким был?
Вот он как раз, да, он был человеком, который мог ошибиться и ошибался, но он переосмыслил это все и говорил, нет, это не так, это неправильно. То есть, было нормально. Может быть, ему не хватало чего-то такого сногсшибательного, гениальности какой-то, но он действительно хотел людям хорошей жизни, спокойной, счастливой и радостной. Что-то не получилось, что-то получилось. Но у нас было время порадоваться. Это было время радости и созидания. То есть успеть, быстро, может, пройдет это время, создать что-то, творить. Эх, может, я доживу до такого времени опять. То, что Горбачев последним своим указом дал вам народную артистку. Ой, не говори, это же надо. Удивилась, но приятно было, конечно. Это как-то очень символично. Вот ведь знаешь, какая, я тебе скажу вещь, когда его избрали только президентом, у меня звенит звонок телефонный, значит, я слышу. И мне говорят, с вами хочет переговорить Михаил Сергеевич Горбачев. Я говорю, больше ничего не могли придумать. Правда, вот таких мошенников не было тогда. Соединяет меня с Михаилом Сергеевичем. Он говорит, как я рад слышать ваш голос. Вы знаете, там много комплиментов, все такое. Потом говорит, у меня к вам одна просьба. Можем мы встретиться? У меня есть вопросы по поводу, как вести дискуссии, эти дебаты. Я учился, можно сказать, на ваших интервью. Меня это так поразило. Вот у меня, говорит, есть вопрос, но я не хочу по телефону. Это как приятно было, я так запомнила. И вы пришли к нему? Да, мы встретились и просто поболтали, честно говоря. Да все у вас есть, просто будьте открытым и честным. То есть вы хотите спросить, если вы не поняли вопроса, вы переспросите. Не понимаю, не согласен с вами. Спасибо большое, что вы мне своим вопросом подсказали что-то. Вот я говорю, это основные для вас, для вашей роли сейчас, для государства. Он так сам говорит, понял. Чудесный был человек. Раиса Максимовна, она была совсем другая. По-моему, она все-таки была немножко такая зажато скрытная. Она не изображала себя такой, она была такой. Мы были на дне рождения ее, она встречала всех так, надо было, думаю, отсидеть все отстоять. И вдруг в конце она подходит к столу, открывает сумочку, берет конфеты и кладет сумочку и смотрит на меня. Михаил Сергеевич очень любит эти конфеты. Закрыла сумочку. Мишка на севере. Это меня так тронуло, понимаешь? Я на нее стала смотреть вообще другими глазами. Очень запало в душу. Вообще-то это, по-моему, чуть ли не единственный в советское время точно правитель нашей страны, для которого любовь была важнее власти. Да. Да, так же, как и я считаю. То есть у нас много было такого общего. И он уже совсем старенький, уже приглашал, но я что-то не смогла пойти, очень жалею. Но на похороны приехала, да. А вам хотелось когда-то быть своей для власти? Да, никогда. Я всегда другим говорила, не дружите. Я говорю, это такая дружба очень... Для артиста это же была обязаловка, концерт на День милиции, концерт на день День милиции – это был лучший концерт. Его показывали в прямом эфире. И я стремилась в этот концерт. Так что у меня даже песня прошла благодаря прямому эфиру. Какая? «Дежурный ангел». Правда, были все возмущены, потому что я пела «Все могут короли», и меня вызвали на бис. Но я же не буду повторять «Все могут короли». Я говорю, если хотите, я вам спою песню. Да. «Дежурный ангел». А те, кто снимали, они уже паниковали, потому что «Все могут короли» все время Щелокова показывали. И они страшно боялись, что «Дежурный ангел» – это один из милиционеров, вроде как, тоже вроде ничего страшного, но они про ангела настоящего они не думали. Мы должны встречаться и больше радовать друг друга. Может быть, от этого и земля станет крепче, и небесный свод над ней, который уже в последнее время просто весь в дырках, то от космических кораблей, то от проклятий, которые мы посылаем с земли, от злобы людской, от войн. Братья и сестры, мы же люди, а порой ведем себя как звери. Мне бы хотелось, чтобы скорее наступило то время, когда вся злоба наша людская осталась бы только в ритмах музыки, а нам бы осталось мирное небо над головой и счастливые, здоровые дети. Ну ничего, прошло, проехало.
пролетело. Да ладно, вы собирались как-то на День милиции вообще прийти? Платье, которое расстегивается на кнопочках, а под ним, чтобы ничего не было. Ну, трусики. А, все-таки трусики? Ну, конечно. Чтобы красивенько было. Ну, потому что они уже меня так задолбали, что я вульгарная, наказывают на 2 года с телевидением. Конечно, думаю, я вам тогда покажу, что значит вульгарная. Брежнев мне не дал это сделать. Я такое платье сшила красивое. Все на кнопках. И такие трусики были. Даже просто, ну, не такие там секси, а очень просто такие красивые, нормальные. Достойные. Такие, достойные, да. Мы уже отрепетировали даже. Кто был там, Боря Моисеев, там еще кто-то. Все трепетали. Он мне выручил меня, понимаешь, он умер. И отменили этот концерт. Вот ты говоришь, высшие силы помогают. Вселенная меня слышит. Где грань между народностью и вульгарностью? Ну, это природное должно быть. Это, когда говорят свобода, это не всегда дозволенность. Когда говорят, что приличие, это не значит, что ты должен входить в латах и во всем не показывать. Все должно быть в меру. Получается, что единственный ваш серьезный заход в политику, это было, когда вы Прохорова поддержали? Ну да, вроде как и надо было. И, а почему надо было? Ну, вообще по этим всяким выборам надо. Его мы поддерживали, а мне сказали кто-то, что даже если его не выберут, надо поддержать. Мы прекрасно понимали, что вряд ли. Порядок такой, знаешь. Ну, а мы с Андреем с ним дружили, с этим Прохоровым. То есть это не коммерческая история была? Нет. Но он мне всегда помогал. Просто вот всегда. Там рождественские встречи. Потому что я до его прихода, для того, чтобы сделать качественный продукт, надо потратиться. Я все деньги туда вбухивала. Свои? Ну, свои, конечно. А в начале так вообще не знали, что такое спонсор, когда начались рождественские. Потом появился спонсор, как рекламу, что ли, дал кого-то, вот, не помню, на «Т» какая-то фирма. И он расплатился с нами телевизорами, которые мы отдали в детский дом. Но денег все равно не приносило, эти рождественские встречи. Не, я своих вкладываю вообще, о чем ты говоришь. Зачем же их делали тогда? Красиво. В 90-е начинается новый период в вашем творчестве, тот момент, когда вы уже можете организовывать какие-то мероприятия, рождественские встречи в полный рост. Вы уже можете принимать решения, вы уже становитесь как-то авторитетным человеком в шоу-бизнесе, так? Конечно, если я много сделал, у меня есть авторитет. Вам нравилось это? Что именно? Быть человеком, который может совершить судьбы. Я вообще об этом не думала. У меня была возможность помочь людям. И это для меня было важно. Сейчас так приятно, что я могла себе позволить это, что я это делала. 90-е. А это что для вас за время? Ну, во-первых, появились деньги. И авторские, и концерты вдруг увеличились в цене. Это счастье было, потому что я могла что-то купить, и мебель какую-то, то есть все, ну, по-житейски это было очень хорошо. Что, если сказать там про бандитский мир, ну, они меня уважали. Что делать? Они уважали Успенскую, там, как она рассказывала, а у нас вот уважали меня. И у них были какие-то правила, которые, ну, не мелкие вот эти карманники или насильники или все такое. Был какой-то определенный статус, что вот детей не трогать, там это не то. То есть, по большому счету, я знала этих людей, которые по большому счету. Но когда убили Листьева, вы приехали утром следующего дня? Это было первое воскресенье весны. Мы это узнали. Ну, я, конечно, была в каком-то истерическом состоянии. Я приблизительно знаю, почему. И это был финансовый вопрос, в принципе, понимаешь? Дележка всего этого. Но все равно, мне так его жалко. Какой чудесный был. Но вы приехали, и вы там говорите очень важные вещи. Причем вы сами зовете журналистов. Вы говорите, журналисты есть? А что же нам делать-то? Делать? Я не знаю, что делать. Надо жить, но жить как по каким-то правилам, по каким-то законам, святым законам, которые еще должны существовать хоть в чем-то. Ну вот такая была, да. И вы сказали, что наступает время, когда всех цветных, всех, кто выделяется, убивают и от них избавляются. Но всех там типа не перестреляют. Что? Да, но всех не перестреляете. Я сейчас заплачу. Потому что это во мне так и осталось. Если бы сейчас напомнила вот это состояние. То есть даже если бы меня забрали после этих слов, я бы их сказал. Потому что это было настолько взрыв эмоций, настолько это было неожиданно, и, в принципе, я догадывалась, это что и как. Это меня ужасно смущало. Это было горе. В
первое воскресенье весны. И мы с тех пор перестали ходить по улицам, мы только собираемся так. А это правда, что когда вы, между прочим, были членом Общественной палаты России, вы выбили пенсии, повышение? Да, выбивали мы, да. Хоть что-то. А так, в принципе, я ушла оттуда, потому что я разорилась. Разорились? Ну, потому что мне писали мешками письма. У нас нет телевизора, помогите. У нас нет этого, помогите. Я думала, в Общественной палате будут выдавать какие-то деньги на помощь. Там, ну, у нас такое было. И я всем, ну, неважно, кому телевизор, кому что. Одна девочка просила тушь для ресниц, как сейчас помню. А то у нас нету, я бог знает, чем крашусь. Вообще люди в Общественную палату идут, чтобы какие-то законы продвигать. Ну, там разные были, да. Мы занимались вот таким делом, помощи, там, собирать просьбы людей. Там. И в итоге повысили пенсии. Никогда у вас не было вообще идеи в большую политику пойти? Я бы за вас проголосовала. Ой, не-не-не. Нет, я помню, пошел какой-то, сейчас называют флешмоб, или что-то. Вот они вдруг решили, что я должна стать президентом. Такое пошел, даже в киосках там говорили, давайте голосуйте вот здесь, собирали подписи. Я говорю, да вы что, все с ума сходили? Этого делать ни в коем случае нельзя. Надо знать человека. Может, я вообще не профессионал в этом. Короче, я так возмущалась. Ну, а мне там еще подсказали, что ты лучше смотри, откажись. Я говорю, что такое? Друг уберут вообще. Мешаешь. Отличное было время, понимаешь? А, это в 90-е было? Ну да, вот это что-то тогда-то. Ну, вы попробовали, по-моему, вообще все, что в 90-е было популярно. У вас были свои чипсы, своя обувь. Ой, давай не говорим. Обувь у меня... Осталось? Не будем говорить об обуви, неважно. Все у меня есть, чипсов нет. Радиоала? Радиоала, да, надули. Я ни о чем не жалею. А вы туда пошли, потому что вы денег хотели заработать, или вам интересно было попробовать? Ну, во-первых, интересно было попробовать. И я знал, что я могу многим помочь. Там были такие рубрики. Он Бублик, видишь, как стал популярен после этого. Мне очень нравилось. Я эту программу очень любила. И мне так нравилось общаться, интервью брать, как ты там сидишь. А мне нравилось познакомиться поближе. Ну, это здорово. Очень интересно было радио. Я даже какую-то премию получила за него, журналистскую. А что вы сами сейчас слушаете? Только не говорите мне, что шум моря. Будешь удивляться. Я включаю пение лесных птиц, пение полевых птиц, утренние, вечерние, соловья редко. Но я так хорошо себя чувствую. Это моя музыка на сегодняшний день. Это так интересно, когда утро само просыпается, знаешь. Не я просыпаюсь, а утро просыпается. Какие-то звуки. У нас там чайки все время под окном орут. Каждый вечер, каждое утро. Но один раз она где-то в 5 утра поет птица. Какая-то одна, единственная. И так здорово, и так красиво. И я вот как раз стою под эту птицу и просто иду вокруг дома. Или сюда зайду. Никого. Тишина. И такое слияние с природой, что потрясающее. До слез красота. Но неужели на российской эстраде за последние годы не появилось никого, кто вас бы впечатлил? И кто был бы у вас в плейлисте? Я не сильно слежу за тем, кто вот сейчас вот иногда смотрю, но я не совсем понимаю, что это они поют там, потому что и слов непонятно все, но я вижу, что публика знает эти песни и подпевает им, значит, это нужно. Наверное, это, если мне не нравится, это не значит, что это плохо. Для меня такие любимые певцы, мужчины, вот, которые мне нравятся, как они поют в России, это Стас Пьеха. Так. Ну, потрясающий просто певец, но очень инертный по отношению к себе. То есть вот он поет. Анатолий Цой есть такой вот. Ой, как поет парень. Дима Билан, прекрасный певец. Из молодых вот стали появляться мне интересные. Поставила «Браво» Жора Гранж. Я уже, так сказать, нацелилась на него, на молоденького мальчика. Ну, не стыдно вообще? Я могу... Просто других тем нет, понимаешь? Так просто я не могу поддержать. Певица Саатковская очень сильная. И вот Жора Гранж ищет себя. Сейчас время такое, раньше их называли время мыльных пузырей. Но это такой период, когда старики еще поют, а совсем молодые еще такие таланты не сильно появились. И вот это вот пространство заполняет интересные, но
недолгие такие, так скажем, люди. Потому что проходит этот период через 4 года. Достаточный, кстати, период. Появятся другие, которые будут осмысленно подходить к этому времени, понимать, что это нужно петь не просто ради хита, но с обращением к сердцу людей, к душе, чтобы они понимали, что они этим помогают, что-то проповедуют. В любом стиле рок, там, не знаю, хип-хоп, что хочешь. Но это вот чем брала всегда западная эта музыка, потому что у них всегда был смысл. И лет через 5 подрастет, скажем, девочка Алиса Голомысова. Такие талантливые есть подростки. И уже будет спокойно, не надо кого-то убеждать, а просто будут петь от души к душам. Монеточка вам нравится? Очень интересная, очень умненькая, такая своеобразная. Как можно ее вот затирать? Наоборот, слушать надо, как подсказку. Как с комиками этими обращаются. Ужас. Я своего не беру. Всегда такое было, есть и будет. Но я никак не понимаю. Вот умные цари всегда имели шутов. Не для того, чтобы веселиться, а для того, чтобы они им говорили истину, правду. Что там можно было, понимаешь? И то, что они знали, что там говорят, что там, какая ситуация. И когда приходили с вестями к царям, он спрашивал, ну что, они правду говорят или нет, надо это делать. Самые умные люди были шуты. Отказываться от них не советую. Моргенштерн нравится вам? Да, мне он всегда нравился. Он талантливейший, причем саморежиссер. Интересная у него такая подача, все. Ну, вначале, может, он и бравировал всем этим, как всегда, перебор, перегиб. Хотелось запомниться именно таким. Я это все понимаю. А ты, знаешь, ты мне напоминаешь, потому что я сейчас об этом мало думаю. Тоже еще из девушек-то. Какая-то бойкая такая. Мия Бойко, да? Не только бойка, а бойкая. Понимаешь? Это хваткая девушка. Она свое схватит. Но поет неплохо, только не выбрала еще что. Потому что в 3 аккордах это было замечательно. А потом я послушала, что она делает на сцене. Это очень большой контраст. То есть на 2 стульях не усидишь. Надо и эту публику окучивать, молодежную, и вот эту, которая еще уже, почему я говорю, что такое время? Вот, тут надо угадать. В 2012 году на интервью у Познера вы сказали, что мы стоим на краю. Я чувствую, что что-то такое сейчас начнет происходить. Да. Что-то висит в воздухе. И как выбираться из этого дерьма, дословно, вы не знаете. Не знаю. А вы что-то чувствовали, действительно? Да. А с чем это было связано? С тем, что Путин с Медведевым поменялись, и Путин пошел на новый срок? С тем, что такие были истории с выборами? Что это было? Да не думал я о них вообще. Путин, Медведев. С Димой я дружила, потому что он... С Медведевым? Да, потому что Дима и Света мне не очень нравились. Но Дмитрий, как Анатольевич, это другой сегодня человек. Я такого не знаю. Даже как и Владимир Владимирович, я такого не ожидала. Просто другие люди. У меня чуйка была, понимаешь, я давно живу, и когда вот это наступает, я это чувствую. Не буду объяснять как. Потому что когда эта мразь пошла, это доносчики, там начало было, понимаешь, а это просто конец. Это позорище такое. Родилась при доносчиках. Живу, оказывается, при доносчиках. Это позорище, это грибок страны, понимаешь, где появляются доносчики. Надо очищать это, очищать. Но если им позволяют, это кранты. Есть и в Минюсте, и в следственных комитетах, и во всем. Я думаю, что это для них посмешище. Ей-богу, это ужасно просто, отвратительно, позорно. Но если у вас чуйка, то что будет дальше? Я не имею права говорить. Я знаю, но не имею права. Хотя бы намекните. Давай доживем до 27-го года. Запомни, 27-й год. Это Лайтхаус. Это мы уже сюда дошли. С вашим темпом, я говорю, удивительно, что мы еще какой долго темп? впился. Я ползу, как улитка. А потом скажу, что у меня ножки не ходят. А у меня ходят. О, Господи. Мне, конечно, все равно, что говорят, но забавно, что иногда попадают в точку. И мне жалко, что они это замечают. Например? Видно, что у меня спина болит. Я вот иду. Особенно, когда иду с детьми, то я обычно вот так разговариваю, понимаешь?
с ним, ну, так, в глазки взглянуть. И в это время снимут, и я вот такая. Слушайте, неужели за столько лет вы не привыкли к этому, и вам не стало пофиг? Здрасте, я тебе поэтому рассказываю, что мне пофиг. А так бы ничего не сказала. У меня все хорошо, у меня все... Ну, как другие, знаешь, умеют. Нет, у меня все нормально. Мы еще говорим, да, нельзя сутулиться. Вот у меня все время так, я Гарику говорю, а он мне. А сутулюсь я с детства, к сожалению. Потому что, когда я пришла в школу в 1 класс, я была самая высокая. Вы? Да. В 1 классе, во 2, в 3, в 4 я была самая высокая. Потом они начали немножко подрастать. А когда я ушла в училище, такие дылды все стали. Я пришла на вечер, там встреча какой-то. Смотрю, они все такие высокие, такие здоровые. И я такая маленькая. Говорю, какое счастье, говорю, я теперь уже другой человек. Я, кстати, всегда думала, что вы какого-то огромного роста. Да вот все так думали, что я высокая, такая полная. Ух, ну ладно. Ну, послушайте, все газеты там, юности моей были посвящены тому, как вы боретесь с лишним весом. Ох. Боролись? Ну, конечно, боролась. Я болела с детства. У меня на краску, на цвет, на качество ткани до обморока доходило. У меня подходил только черный, определенная ткань. И даже в школу я ходила, мне разрешили сшить форму такую, которая мне нужна, а не ту, которую в магазинах покупали. Ну, она меня очень мучила, и меня привели в больницу Боткинскую, потому что сказали, что там есть женщина, Фаина, она иглотерапевт, а лечение иглами было запрещено. То есть это было подпольно, знаешь, в этой Боткинской больнице. Ой, я говорю, какие иглы? Да вы что? Как? Я не знаю ничего. Но если она доверяла уже человеку, то у нее дедушка был в Китае, иглам там научился, иглотерапии, и иглы эти остались, золотые, шикарные, такие, знаешь, правильные. Ну, я расплакалась, я говорю, я так мучаюсь, а я уже на сцене выступала, говорю, мне ничего, кроме черного, не могу одеть. Ну, белого в крайнем случае. Она что-то смотрела на меня, смотрела. Но это надо 15, говорит, сеансов. Я говорю, да хоть 20. А Кристина была вот такого, по-моему, возраста где-то. И я сходила, но она меня предупредила, что я все сделаю, эта болезнь от тебя уйдет. Но ты поправишься на 20 килограмм. А для меня 20 килограмм – это визуально так. Я иду с рынка, 10 килограмм в авоське картошки в правой руке и 10 килограмм в левой. И я топаю домой, понимаешь? Поэтому я не придала значения, потому что 20 килограмм, ну пусть будет 20 килограмм больше. И когда уже лечение закончилось, через какое-то время я пела песню, ну, в платье с открытыми рукавами. Кристина была в зале, это снимали. Когда я увидела себя, какие у меня руки толстые, какая я... Ух, мне так не понравилось, я так расстроилась. И так я с ними борюсь, с этими 20 килограммами всю жизнь. Но зато вылечилась. Когда сердце болело, вот когда мы с Максом познакомились, я тоже была сильно полная. Я никогда не думал, что так это влияет на сосуды, на все. Ходить мне было тяжело. И когда после операции, вот этого стентирования, шунтирования всего, я просто сдулась вот так вот, и все. У меня такое счастье было. А в каком возрасте вы себе вот физически нравились больше всего? Слушай, я вообще об этом никогда не думала. У меня всегда было в любом возрасте. Подойду, смотрю на себя и думаю, да. А потом говорю, отлично все. Еще про одну песню спрошу. Мы сейчас сюда, когда ехали, слушали 40-й сонет Шекспира. Не каждая эстрадная певица начнет петь песни на стихи Шекспира и на музыку Хренникова. Ты нищего лишил его суммы, но я прошу пленительного вора. Как вообще это появилось? Он просил просто спеть для его фильма. Но я никогда не задумался. Пел и все, как мне нравилось. Катя! Вы должны были спеть у Шнитке в «Фаусте». Да, но запретили. Мы так готовились. Арию. Ну да. Дьявола. Да. Вот меня Бог отвел, понимаешь. Было интересно, что оркестр симфонический и моя группа, и вот это сливалось, это рок вместе с классикой.
И я, значит, там пела. Но удивительно просто. Мне не хотелось ее петь. Почему? Потому что я была никто, так как бы для этих композиторов, наших классиков. А я стала бояться. Мне Шнитке звонил, говорит, у тебя ничего по ночам не происходит? Я говорю, происходит. То вдруг свечи все задуют. Понимаешь, как только я начинаю репетировать. Задувает, я думаю, что такое? Ветра нет, ничего нет. Когда ложилась спать, только начинаю повторять ее, вот там с клавиром сижу, лежу. Кто-то по балкону ходит. Чуть не стучит, понимаешь? Я сначала думаю, что это такое? А потом, когда Шнитке позвонил, он говорит, у меня такое происходит. Я говорю, так у меня тоже, говорю, происходит. Он говорит, вот ведь... Что значит ария какого-то дьявола, да, вот это ж вот поди, не поверь под это. И я очень хотела отказаться, но не могла отказать ему. А тут как-то собрался, тут члены Союза композиторов говорят, не надо нам этого, не надо Пугачеву. То есть не надо ни оперу, не надо Пугачеву? Не надо Пугачеву, там поменяли на другую певицу, но удивительное дело, что когда это было в зале Чайковского и шел этот концерт, я ходила, это было зимой, ходила вокруг, ходила, прям меня притягивала к этому. Я не зашла туда, но я ходила. Вот такая история была прям страшноватенькая. Как со Шнитке было работать? Он удивительный. Он немножко в себе, но когда он раскрывался, то у него как-то глаза другие становились. У него на лице было написано, что да-да-да, вот так. То есть у него все время как будто... Его что-то осеняло там каждые полчаса. То есть это все было на его лице. Хотя он был очень сдержанный человек. И он так извинялся передо мной. Я говорю, я вас умоляю. Я говорю, ну ничего, в следующий раз что-нибудь споем. А сама думаю, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Вот такая история была, да. Ну, Шнитке признанный гений. А про Хренникова, например, всегда говорят, что ну, вот он в Союзе композиторов, он функционер. Но он же тоже великий композитор. Конечно. В каждом великом времени... А оно куда ни денешься, всегда великое у нас, великое. То одним, то тем, то другим. Страна у нас очень такая великая держава, которой, правда, единственного не хватает, это великодушие. Великая держава – это великодушие. Тогда это великая держава. Ну, бог с ним. Великие люди, они как раз никогда об этом не задумывались, что они великие. А великие ремесленники, они только... И ходили с этим, я великий, я великий. Нет, великие люди – это самые скромные люди. Гении, они посложнее. Почему Хренников решил, что именно вы будете петь сонаты Шекспира? А он любил меня. Вот любил прям, знаешь, ему все нравилось. Он, по-моему, был безумно рад, что вот что-то нашлось спеть. Хороший дядька такой. Игорь Николаев любит это вспоминать, потому что мы же там добавляли ветер. Да. Вообще, а он никогда этого не видел. И вот сколько мы записывались, он простоял на ногах и смотрел, как это делается. Он говорит, это что, откуда это? И Игорь ему показывал, вот ветер, вот дождь, вот собачка лает. Он говорит, ну это гениально. То есть все аранжировки к этим сонетам, это дело Николаев уже получается? Ну да. Игорь же, он же талантливый человек. А вы сейчас, кстати, с ним общаетесь? Как-то особого желания нет. Он же не общается, то есть он как бы общается, но прийти на телевидение о своем творчестве, там была программа, которую Галкин когда-то вел, а потом Цискорица, по-моему. Он просто пришел, ему сказали не вспоминать Пугачеву и Королеву. И он сказал, хорошо. Вот если бы мне так сказали, приходите на программу, мы вам заплатим даже. Все, но только не вспоминайте об Игоре Николаеве. Я бы не пошла. Знаешь, и для меня как человек он просто стал... Ну ладно, я же всегда прощу, потому что столько сделано было вместе. Да он у меня на моих глазах вырос. Вот это время для меня важно тем, что очень раскрыла сущность людей. Очень. И я не осуждаю людей вот в своем окружении, там каких-то вот эстрадных своих коллег. У меня даже мысли нет. Я могу их в чем-то покритиковать там, или дать совет, но чтобы их осудить за что-то, это их жизнь, это их совесть, это их дела. И если мне когда приходит мысль, что бабло победило добро, я с этим соглашусь, по большому счету. Потому что только и разговоров, кто сколько получает. А вот тут стали больше платить этой артистке.
А это там, куда ушли деньги, это дворцы, смарцы, там все. Вот мне, тебе честно скажу, мне настолько наплевать. Почему вам никогда не приходило в голову создать собственный благотворительный фонд? Я знаю, что многие вас уговаривали, потому что это бы принесло и благотворительности, уважения и очков. Ну и вы бы как-то централизованно эту помощь передавали. А потом, если вдруг что-то не так, тебя же обвинят, что ты крадешь деньги, все. Не-не-не, я к финансовым делам вообще не соприкасаюсь с этим. Благотворительные фонды. Никогда ничего никому не рассказывала, не говорила. Поверь мне на слово, что я очень много была в благотворительности. О чем мне верить вам? Потому я много чего знаю. Я как человек все-таки верующий, мне казалось, что вот разгруз какой-то, покаяние, если какой-то грех, там, знаешь, вдруг на душе чувствую, я прямо очищала себя этим. Не знаю, так мне казалось. Мне легче было. А вы всегда были верующим человеком? Ну нет, конечно. А когда пришло? Ну, уже в зрелом возрасте. Но про это не рассказывает. Когда вот пришло и сказала: мы с тобой. Ну, то есть это было какое-то конкретное событие, не набор жизненного опыта, а конкретное событие, которое на вас повлияло. Да. Ничего человек не должен. Он должен хотеть этого. У меня поэтому денег не накопило, честно говоря. Но это очень хорошо, что я скажу, но я не понимала цену того, что я вдруг стала иметь деньги. Я не осознавала этого. Мне папа всегда говорил: копи на черный день. Я говорю: пап, какой черный день? О чем ты говоришь? И как только у меня появлялись деньги, я их тратила на помощь. Кому квартиру, кому машину, кому костюмы, кому гитары. Детский дом, да, конечно, детский дом. И когда я еще смотрела, какой-то мальчик болел сильно, я звонила Эмме из Октябрьского зала в Питер. Говорю: Эмма, говорю, деньги есть, только пусть вот этой бабушке отдай, передай, мне привезут в Питер, чтобы только мальчик выжил. Но мальчик не выжил. Позвонила мне этот главный доктор. Как жаль, но этот пацан такой хороший. Я говорю: что, умер? Да. А что делать с деньгами? Я говорю: что ты? Оставьте бабушке. Ну что же. С одной стороны, это прелестно вспоминать о том, что не тряслась я, как скупой рыцарь, когда там чах златом. И не страшно, в принципе, что мы же вбухали все в этот дом, в деревне Грязь. Жалко, что люди так странно, не по-человечески поступают. Они говорят там, что вот, мы его конфискуем. Ну, господи. Я читала, что снести собирались. Ну, собирались, но пусть, что делать теперь? Ну, мы ничего не потеряем. Больно не будет? А это не потеря, это избавление. Так же, как и друзья вот эти, которые сразу хвост поджали. Это не потеря. Ну, слушайте, я смотрела видео дня рождения Максима 5-летней давности. Вот тут вообще полным-полно народу. Мы с удовольствием принимали всех, но я уже человек такой не очень доверчивый. Я прекрасно понимала, что люди, которые окружают, нам тоже было с ними интересно и мило. Это было как бы выгодное знакомство. Нас нет, они находят другое выгодное знакомство. Я же давно живу, понимаешь, у меня так было уже. Остались только самые верные друзья. Несмотря на то, что когда вот только появились деньги, да, вдруг пошел народ ко мне. Собирались просто человек по 20-30. А тут так получилось, что нет денег. Вот нет, ну нет денег. А все пришли каждую субботу, значит, приходили. Они говорят: давай, наливай, выпить-то уже. А Люська, которая со мной работала, она говорит: а ты принес? Как это? Да вот так это. Бери, что дают. Что-то у нее там пиво было. Суп мы сварили из этих сырников. Сыры плавленые для супа. Такой вкусный. И макароны. Она говорит: сбегай за что-то там хотел выпивкой. Макароны, есть соленые огурцы. Полей вот этим супчиком макароны. Просто будет Италия тебе. После этого никого не осталось. А я еще подчеркнула, говорю: боюсь, что кранты, мне нет денег и надолго. Ну так, проверочкой. Все. Остались только Святослав Федоров, Евтушенко. Ну, я не буду перечислять. Хорошие люди остались. Так что я готова была ко всему. Время такое интересное, оно так сущность все проявляет людей. Кровавое, тяжелое, но видит Бог, наверное, что-то это надо ему. Вот так. Ведь вот я долго думала, но ведь Путин не глупый человек. Я же его знаю. Вы за него даже агитировали? Не то, что агитировали, я голосовала. Я была в таком восторге, думаю, ну вот наконец-то. А что вам нравилось?
Ну, во-первых, он говорил потрясающие правильные вещи. Даже про Украину он полистай, что он говорил. Что но он говорил, что да, мы никогда никакой войны между Россией и Украиной не будет. Вообще все то, что я думала, он это говорил. Это просто кумир. Думаю, какой человек, какой. Конечно, для меня сейчас подождите, шок. Вы считаете, что вы разбираетесь в людях, а как вы ничего не увидели в нем? Вот вы там видели его, как меня. Он вам орден давал. Ну, когда орден давал, я уже... Уже видели. Ну да, я 3 часа прождала его и поняла, что это не так. Шутка. Опаздываете, Владимир Владимирович, опаздываете. Только уже прекращайте, это все надоело. Конечно, это был для меня шок, это все. Но я вдруг... Такая мысль у меня была. Я не буду сейчас распространяться, что это ужас. Это все знают, что я против войны. И считаю, что очень пострадала наша страна. Во вторую, правда, очередь. Но первую Украину мне жалко. Потому что как по пальцам, что ли, объяснить, что некоторые люди не хотят жить в коммуналке, хотят отдельные квартиры. Это понимается. А когда говорят, независимость хотят, то это значит, все, нет. Ну, это же брат твой. У меня брат тоже, вот, пожалуйста, независим был. Хотел независим, пожалуйста. Помогал ему во всем, хотя невыносимо было просто. Приходил, стрелял в потолок. Он что-то был совсем больной, конечно, человек. Ничего, и детям ему помогла. Так должны люди поступать. Они должны, прежде всего, говорить, торговать. Они должны улыбаться. Они должны думать о будущем не только своих детей. Но я так рассуждаю, потом думаю, а ведь человек вот... Кроме того, что он там воюет, убивает, и сейчас это прилетает все и с другой стороны, всем плохо, всем трудно сделать хорошо. Наверное, там стоит бизнес какой-то, но я же в этом не разбираюсь. А сколько людей страдает. Боже а в какой момент вы про него поняли, вот, что это не тот человек, за которого вы бы хотели и голосовать, и агитировать? Очень меня пошатнуло, это вот как-то я напряглась. Когда Курск потонул. Я думала, сейчас прибежит, думаю, ой, бедный, сейчас ему надо из Сочи бежать, там что-то всех утешать. А он не приехал. Ты не представляешь, как мне жалко, что вот это все происходит. Потом все кончится опять. Нормально все будет, да? А людей уже не вернешь. Поломанные судьбы, травмированные дети. Беда. И так же, не могу сказать, ничем помочь не могу. И вот это убивает, конечно, убивает. И мнение даже сейчас уже преступно. Твоя точка зрения. То есть ты не можешь ее даже сказать. Между прочим, вот иноагент Галкин, да? Самое смешно. Как можно было подумать о Галкине, обо мне, о ребятах, которые уехали, это Макаревич, ну все вот эти иноагенты, что нам проплачивают наши суждения. Какие-то иностранные агентства, или как там они называют это. Понимаешь, они оплачивают нам, чтобы мы вот так говорили, чтобы мы так думали. Ну как можно? Вам, людям внедряют вот это, они и верят. Как вы огораживаете детей от чтения интернета, особенно того интернета, который случился после вашего отъезда? У них его нет просто, понимаешь? Интернета? Да, Инстаграма нет. А в интернете, я не знаю, но они не особо интересуются этим. Зачем следить? Но все, что вам вслед сказали российские политические там, деятели, журналисты и так далее, до них долетает? Ну да. Ну мы так это все объясняем, так со смехом, поэтому они тоже смеются. Я всегда им говорю, так говорят только те люди, которым хуже, чем нам. То есть вы считаете, когда Маргарита Симонян выходит и говорит, что у вас не настоящая семья, да, ей хуже, чем вам? Ну, Симонян что сказала? Ну, что семья у вас не настоящая, что Максим, а теперь в России, это уголовное гей, преступление. в смысле? Да хоть горшком назови, только в печку не ставь. Ну, какая разница? Это их любимая тема. Кто сейчас не гей? Просто кажется, что все. Что не откроешь в любом блоге, там этот гей, эгегей. Нет, это все. Нас это не касается. Пусть говорят все, что хотят. И отвечать на это вы не собираетесь? Ну, абсолютно нет. Лишь бы у нас было все хорошо. А могут говорить все, что угодно. Вы так классно всех показываете. Мне кажется, что вы могли бы сыграть не в одном большом комическом фильме. Так. Вам предложения поступали? Ты опять про комическую старуху? Никита Сергеевич все время мне говорил, я тебя сниму в роли комической старухи. Я говорю, долго ждать. Тогда же не было такого, чтобы налепить на себя, сделать что-то. Потом шли годы, я говорю, ну ты помнишь про комическую старуху? А ты помнишь, что стареть надо для этого? И все. Ну, после того, как вы ему на ухо спели «Мадам Брошкина»,
Ну, это веселый такой был номер, неожиданный. Но он шел на все импровизации. Ай, понимаешь, я его обожаю, я его люблю. Несмотря на все то, что он про вас говорит? Да, конечно. Это тоже вынужденная жизнь и позиция. И, в общем, я его понимаю. То есть вы думаете, что он говорит то, во что он не верит? Нет, конечно. Он гораздо тоньше и все. Но он пошел в отца. Вот тот был, конечно, может, и не верил, но очень поддерживал. То есть он знал, что вот так надо. Но все равно, я думаю, что и ко мне он тоже хорошо относится, несмотря на то, что говорит. Ну, время такое, понимаешь? Время. Никита Сергеевич, Никитушка, я тебя очень люблю. Не болей. Я знаю, что ты там кое-что болит. Не болей. Будь здоров. И радостней. Я сейчас со стула упаду. Почему? Не знаю, мне кажется, нет вообще вещей, которые вы не могли бы простить. Есть вещи, но я их не назову, а то сделают назло. Когда вы в 2007 году сказали, что вот вы все уходите на покой, вот там прозвучало слово «покой». Да? Да. Фу, какое противное слово. Но ужасно интересно узнать, из чего состоит покой. Он вообще есть? Ты не можешь продолжать работать, когда ты не чувствуешь гармонии в себе, если что-то нарушается. То есть ты что-то в себе или придавливаешь, задавливаешь, или наоборот, тебе хочется рвануть совсем в другую сторону. И поскольку я человек все-таки всю жизнь что-то ищущий, то я поняла, что вот этот момент настал. Я не то что на покой, на беспокойство ушла. Потому что мне интересно какое-то новое течение в моей душе, новые какие-то настроения. У меня есть планы, которые никак не связаны с пением. Это омолаживает. Потому что опять в начале какой-то жизни, в начале какого-то себе настроения, мне нравится это состояние. Я периодами такими как-то менялась даже, потому что мне захотелось, там, скажем, назвали это мои любимые там, Резник и Паулс. У нее молодежный период, сказал Паулс. Да, потому что этого хотелось. Жизнь так коротка, надо свои желания. Если даже ты не сумеешь их исполнить, это желание, и нет такой рыбки, все равно должен чего-то желать. И новенького. И, короче, мне нравится. И потом эта гармония, это как будто слияние с природой человеческой и вот такой земной этой природы. Это такое состояние, Катя, у тебя, значит, все впереди. По-моему, ты сама такая же. Я этого очень жду. С другой стороны, я боюсь, потому что вдруг вот там, где начинается этот покой, мне перестанет что-то быть интересно. Или я перестану быть собой. Нет, оставаться собой надо. В любом образе. И особенно в России, где считается, что после 60 человек не существует. Серьезно? Я думал, что в России существует главный закон. Если ты экс-чемпион, экс-звезда, экс-президент, то ты теперь уже никому не нужен, и к тебе отношение другое. А вы это почувствовали? Я, конечно, определенная группа сделала все, чтобы я это почувствовала, людей, но я при такой поддержке живу, миллионы людей. Вот это мне очень поддерживает, и эта любовь, которую мне проявляют, куда бы я ни шла, там, где бы я ни была, люди прям хотят, пытаются, и говорят что-то приятное. Я считаю, что я очень счастливый человек, и у меня очень интересная жизнь, очень. Как вы сейчас живете? Вот когда нет ни стадионов, ни славы, вот такой вот, которая каждый день на кончиках пальцев, когда вы добровольно от этого отказались. Скучаете? Ну, я же добровольно отказалась. Понятное дело, что мне хорошо, потому что у меня совершенно другие мысли. Я освободилась от этого постоянного напряжения, что вот на сцену надо, это надо выучить, это надо то, надо это. Ну, всему свое время. Но люди в России не уходят с первых позиций ни в политике, ни в искусстве. Ну, зря. Но есть артисты, которые до старости поют, и есть, естественно, политики, которые до старости политики. Но как им самим-то не тяжело? Не знаю. Я не знаю. Вот все говорили, что я перекрывала кислород. А вы перекрывали? Я? Конечно, нет. Это мне перекрывали кислород постоянно. Ну, потому что я была все время обсуждаемой, и все это не так. Снялась не так в короткой юбке, запретить на 2 года. Меня выручил только этот всесоюзный конкурс, где я пела по седьмым паукам. Одела ужасное зеленое платье с каким-то галстуком горошек. А им понравилось. А юбка была красивая, короткая. Песню Шаинского, помню, пела. Одну из первых. «Король, цветочница и шут». Вот так песня называлась. Давным-давно в каком-то королевстве веселая красавица жила,
И сломал, ломал, во что всех прилепни. Та юная красавица была, та юная красавица была. Добрый вечер, Борис. Добрый вечер. Ой, всю жизнь с вами. Спасибо вам за ваш. Ну, еще поживем. Поживем. Да, поживем. Мы еще с вами поживем. Поживем обязательно. Извините. Спасибо вам. Я вас знаю. Да ты что? Я на вас подписан. Серьезно? Ну хорошо, я подпишусь на тебя. У меня постоянно были запреты, постоянно. Как-то прорывалось, я не знаю. Поэтому я знаю, что такое запретить и какой смысл. И главное, кто об этом говорит. Кто? Ну, я тут специально посчитала. Зарубина. Даже не знаю, что она пела там, Зарубина. Так у нее есть интервью, где-то в интервью, что у меня такая там типа катастрофа, фонограмма остановилась, и меня теперь за это на телевидение не пускают. И она уехала в Америку. Ну, а здесь при чем я? Потом еще вот Гулькина. Знаешь такую? Группа «Мираж». Ну, я не интересовалась группой «Мираж», понимаешь? Вообще. Ну, у вас полномочия были запретить человека? Вот в 90-е. Какие полномочия? Я боялась на телевидение поехать там куда-то. Там сидели такие люди, что они тебя запретят тут же за то, что ты пришла. Да ну что, сумасшедшие, что ли? Потом вот я тебе перечисляю. Зарубина, Гулькина. Муромов отказался от своих слов, что типа я ему перекрыл. Он говорит, как это можно меня перекрыть? Я звезда. Молодец. Легкоступова мне, значит, говорят. Но Легкоступова вообще ни при чем. Тут сестра ее, что ли, сказала, что никаких не было ни конфликтов, ничего. И потом, что мне ее запрещать? Потом это... еще это, господи, выскочил. Игорек Наджиев. Он сказал, что я его запрещаю, потому что я помогала Киркорову, и чтобы он не был конкурентом Киркорову, я, значит, его изжила. А я расскажу, Игорек, я тебе напомню. Ты пришел к нам в театр. Что я тебе сказала? Что надо работать над образом. Потому что ты всегда говорил, я хочу как Леонтьев, я хочу как Киркоров. Я грубо сказала тебе тогда, как? Ты будешь какать на всех, если ты найдешь свой образ и свой репертуар. Ты забыл? Прошло всего лишь месяца 2, как пришел твой папа и спросил меня, а как долго ждать, чтобы Игорь стал звездой? Я по наивности говорю, что от 1,5 лет до 3. Потому что это... А это можно посчитать так? Конечно, это контракты даже подписывают. Потому что для того, чтобы сделать действительно известным какого-то артиста, это такая работа. Он должен был быть самим собой, и мальчик красивый. И нужно специальный репертуар, чтобы не быть как Леонтьев и не быть как Киркоров, а быть как Игорь Наджиев. Ну, я сказала папе, от 1,5 лет до 3. Он сказал, нет, это долго ждать. И забрал тебя, Игорек. Ты забыл про это? Не стыдно тебе? Кто-то еще. Анциферова, да, она первая начала, но потом поняла, что это не так, потому что, когда мы поссорились с Зацепиным, за Горбоносова, да, а я уже записала все песни кинофильма 31 июля. И тогда он отдал Анциферовой. Я успокоилась, тоже думаю, господи, певица поет хорошо, значит, это я его не подвела. Я была счастлива. Кто-то еще. Подождите, а вот вы за этим следите, это вас ранит? Да нет, я просто сейчас решила посмотреть, кто говорит, потому что это смешно. Так обычно говорят конкуренты, которых я типа уничтожала, ходила там на них доносы писала. Но они мне не были конкурентами. А кто был? Я и вообще не понимаю конкуренцию. Были мои, так сказать, коллеги. Была София Ротару. София Ротару. И в детстве всегда был за Цветаеву или за Ахматову, то за Пугачеву или за Ротару. Нет, мы с ней всегда дружили. Это странно, это запустил Стефанович. Понимаешь, эту историю, чтобы, не знаю почему, потому что я не стала сниматься в его фильме, который должен был называться «Голос». Он его переименовал на фильм «Душа», да. И... наверное, скорее всего, он думал, что назло мне делает. Нет, ему нужна была звезда, это все равно. Да нет, мы с Соней до сих пор поддерживаем связь, поддерживаю ее как могу. Так, пожалуй, и все. Кто был автором идеи вашего дуэта с Ротару? Да как-то мы пришли к этому, не знаю, сами часто с ней переговариваемся, разговариваем. Я говорю, что-то нам с тобой вместе спеть, какая есть песня. То ли я, то ли она сказала, вот это давай, нас не догонят. Не догоняют. Да, не догоняют. И нам это очень понравилось. И спели прилично. Нет, не догонят. Нет, не догонят. Нет, не догоняют. Нет, не догоняют.
так мало причин для того, чтобы повеселиться, надо находить. Ну и примадонна с Гурченко. Ну это да, это для меня святое. Как я рада, что Федя все-таки упросил ее сниматься. Для меня вот она примадонна, боже мой. Даже силы от неба осушить эту чашу должна. Она всю жизнь вела себя как примадонна. Она жила как примадонна. А что это значит? Я главное в твоей жизни. Я главное во всем этом мире актерском. Пусть меня не признают, но я первая и последняя. Хотя бы для себя. Вот примадонна. Поэтому это не я. Я женщина, которая поет. Дружить с ней было легко? Да, мы не то, что дружили, это не дружба, нет. Я настолько уважаю людей, которые старше меня, которые больше сделали, больше пережили. Ну, какая дружба. Просто мы любили ходить в одинаковые ресторанчики, вот эти, знаешь, где пиццы, всякие вот эти. Да, она, знаешь, сколько ела вот таких вот стейки. Я спрашивала, говорю, а как же это вот? Она говорит, у меня все сжигается. И еда, и неприятности. И то, и другое, и третье. Понимаешь, вот она молодец, конечно. Хотя я понимаю, сколько она пережила. Самолюбие-то есть у человека, понимаешь, это, как это подкосило ее, когда она долго не снималась. У каждого своя какая-то вот судьба. И да. те жертвы, которые она принесла во имя, ну, назовем это искусством. Но она же не какая-то там прям вот... Она особого плана актриса. А у нас, к сожалению, в стране мало таких было фильмов, где она могла бы проявиться талантливо. Ну, вот «Карнавальная ночь», знаешь, а где еще? Но она проявилась даже в драматических, вот, как эти 5 вечеров. Как я люблю этот фильм. Как я ее там люблю, обожаю. 20 дней без войны. Да. Все считали, ну, раз ты вот в «Карнавальной ночи» снималась, мы тебе и не дадим такое, и если дадим, то что-то такое. Нельзя так было с ней, конечно. Ну, ничего. А в этом смысле у вас очень близкие истории, по крайней мере, старта, когда, я помню, как это была заметка о том, что все опасались культа личности Пугачевой. Потому что они всегда считали, и сейчас считают, что если человек знаменит, то он может иметь влияние на массы. Но зачем мне влияние на массы? Эта масса на меня влияет, что петь надо, там, как себя вести, это все это понятно. Но для меня главное было в том, что я на сцене, это самой быть счастливой и кого-то сделать хоть немного счастливее и радостнее в зале. Но это было всегда, не знаю, почему так. Некоторые по-другому считают. Человек, который действительно был вашей подругой, Галина Борисовна Волчек. Да. Вот тут-то вы дружили. Да. Сейчас вы часто думаете о том, какой бы она сделала выбор в 22 году? Я вообще об этом не думаю. Я думаю о том, что как жалко, что ее нет. Выбор. Я думаю, что она сделала бы как выгодно для театра. У нее возраст, у нее ответственность за театр. Вряд ли она бы пошла на рожон. Ну и что? Вот тебе и выбор. Она много сделала, ей уже не надо было бы ничего выбирать. Жила бы и жила. Я так думаю. Может, она на меня обиделась бы, если услышала, что я так говорю. Но у меня есть потрясающая женщина Татьяна Тарасова, которая, боже, как она умеет поддержать. Причем прямо. Бесстрашно. Бесстрашно. Сейчас, к сожалению, в нашей стране, в России, все-таки людьми движет страх, боязнь унижений, боязнь потерей. Но как это не понять? Это можно понять, хотя, кто-то по-другому живет. Но почему нужно уничтожить и унизить человека, который хочет по-другому жить, по-другому мыслить? У каждого своя точка зрения. Я уважаю твою, почему ты не уважаешь мою? Это, может, придет. Хотелось бы дожить до того, чтобы увидеть мир, который изменился в лучшую сторону, в мирную, добрую, интеллектуальную, качественную, где не считали бы чужие деньги, а красиво и достойно зарабатывали свои деньги. Но не так, как сейчас. А сейчас, она такое богатая, давай мы сейчас тебя быстренько... Есть же еще дифференции про то, что тем, кто поддерживает, можно заплатить больше, а те, кто не поддерживает, должны умереть с голоду. Хорошо, когда Газманов отжимается на Красной площади, на сцене, где все приветствуют аннексию Крыма. Газманов всегда отжимался и поддерживал там, где есть сила, власть и деньги. Всегда, сколько я помню.
мэра поддержать. Как сейчас помню, эти были выборы мэра, разные кандидатуры. И мне Лужков говорит: от хитрый. И у меня заработал, чтобы меня поддержать. И что ты думаешь, он уже и у других заработал, чтобы тех поддержать. Я, честно говоря, даже позавидовал, что он так может. Ну вот Олежка, он такой вот Олежка. Ну, то, что он гонит на нашу семью, меня это немножко удивляет. Не такой уж он, понимаешь, примитивный человек, чтобы вот так сразу, вот их нельзя поддерживать, я не буду поддерживать. Я сразу вспоминаю, что, думаю, неужели тебе ничего хорошего про нас сказать нет? Вот лично про меня даже. Ведь когда я с ним познакомилась, это был человек, который принес мне 2 песни. «Исаул» и вторая какая-то, которую он поет. «Эскадрон моих мыслей». Да. Я говорю, ты это мне принес, какие песни? Ну, я говорю, пока не знаю, но я примерю, конечно, что это, как я буду это петь, не знаю, не совсем мое, не обижайся, Олежка. И он мне говорит: ну, если получится, тогда, может, получится, нет, так ну нет, но я буду счастлив, если получится. Я говорю, что у тебя с голосом? У меня сорван голос, я не знаю, почему я уже вот несколько лет так говорю, и мне вообще просто тяжело говорить. Я говорю, пойдем. И я его привела в поликлинику Большого театра, там такие специалисты были замечательные. И через какое-то время ему вернули голос. Я была очень рада за него. И, конечно, он пришел и сказал: ну, теперь я могу спеть. Отдала ему эти песни. Еще даже подпевала. На подпевках, на записи я подпевала ему. Вот я не знаю, почему люди такие талантливые, не талантливые в своем отношении к другим. Если мне кто-то что-то сделал в жизни, даже если он потом что-то с ним случилось, я все равно это буду помнить. И каждый раз говорить, что вы, он вот там делал. Ну, я не прошу, чтобы об этом говорили. Но помнить хотя бы, помнить, для меня это странно. А вы думаете, что талант и доброта связаны? Раневская это уже сказала. Смотрю, дурак дураком, но талант как прыщ на носу. И что делать? Вот я его люблю и буду поддерживать. Я считаю, что надо беречь талантливых людей. Ну, может такое быть, что Господь забирает талант у человека за дурные поступки? Честно говоря, предполагаю, что такое может быть. Когда нарушаются заповеди, наверное, все-таки Бог как-то наказывает. Такие примеры я знаю, но я не хочу называть эти отвратительные фамилии. По-моему, мы сейчас об одном и том же подумали. Ну, я всегда желаю здоровья, даже если это отвратительно, то, что человек делал. Здоровье – это очень ценно, тем более, что семья, дети. Но вот видно, ты права. Для меня психологически очень важным был момент, когда уже вы вроде бы и уехали, но все равно вы вернулись в Россию на 1 день на похороны Юдашкина. Да. Почему? Ну, потому что это был мой самый близкий друг. Просто я обожала его, и он меня тоже. И он прощаться приехал в Израиль, потому что он говорит, я скоро уйду. И мы сфотографировались. И вот попрощался, уехал и умер. Я не могла не приехать. Но ему уже ваш приезд ничего не изменит. То есть это для вас было? А кто его знает? Может, ему неприятно было бы, если бы я не приехала. Боялись вы ехать? Нет. Чего мне бояться-то? Ну, что я такого сделала, чтобы туда не возвращаться? Я и домой, в деревню Грязь, заезжала часто, чтобы порядок как-то там наводить. Ну, так заеду, проверю и уезжаю. Просто там мне делать-то нечего сейчас. Что мне туда ездить? Последний раз когда были? Давно. По-моему, прошлым летом. Я на студию заезжала. То есть все эти песни в России записаны на студии? Да. А у меня есть путь тайный. Один раз я вот его нарушила с этой студии. Ошибочка произошла. Увидели меня. А так никто и не замечал. Вот эти 2 песни, которые вы записали, «Мама» и «Поцелуй». Да. Зачем? У меня эти стихи, мама, ни с того ни с сего возникли. Ну, то есть, понятное дело, что война, и людей жалко, и матерей жалко, и сыновей жалко. Мне это сама вот эта ситуация, всегда ее переживаю. От чистого сердца переживаю, что так нельзя, нельзя, нельзя. И вот я написала стихи. И хотела их написать очень примитивно. То есть вот так, чтобы это как вот человек просто говорит. Вот, ну, без всякой там сильной поэзии. И так получилось, что я его... Где это было-то, Лиз? Где? На Кипре или где? На Кипре. Да. И я его... И вот стихотворение это прочла нашей помощнице Оксане. И смотрю, так ее проняло, что и меня проняло. Вот глядя на нее.
А когда Андрей Мисин предложил написать музыку под это дело, он гений, понимаешь? Он гений. Там не столько текст этот, а какая музыка, какую музыку он подложил. Я сама каждый раз слушаю и рыдаю. Мне кажется, каждый, кто вообще переслушивает, рыдает. Да. Просто каждый. Вот такой вот. Нет исключений. И это, знаешь, это хорошо. Это людям надо иногда выплакаться по поводу песни. Я не читаю комментарии по этому поводу, но я просто сужу по тем людям, которые это слышали. И при мне, и потом звонили. Особенно вот эта песня зашла, как ни странно. Верьте или не верьте. Я вот уже, честно говоря... Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я ее как раз попозже спела, потому что, надо было... Это святой праздник для меня, День Победы. И думаю, надо что-то посвятить. Верьте или не верьте, крылья легко сложить. Кто-то боится смерти, а кто-то боится жить. Как они себя называли сюда? Мужики, ветераны. Я вообще не рассчитываю на то, чтобы там приняли, не приняли. Сейчас-то на данный момент. Мне главное, чтобы это было. И, может, людям понравилось. Вот, видишь, слушаю только то, что мне говорят вот в окружении. Военные, там, моих знакомых, они просили передать, что это просто потрясающе все. Приятно. Мне это было приятно. Я думал, что не зайдет. Если мы говорим про счастливые дни, 3, то вот в этом 3-м возрасте, про который мало кто что знает хорошо, какой самый счастливый день? Нет, 3-й возраст – это когда ты возьмешь у меня интервью в 100 лет. Или 99. Это дополнительный? Нет. Как бонус, да? Нет, надо к этому стремиться. Я не могу ответить тебе на этот вопрос, потому что я счастлива. У меня эти дни как положено, то есть они есть. У меня уже нет такого «Ой, наконец-то! Я счастлива, вот у меня счастье пришло». Я счастлива постоянно. Они как-то у меня не высовываются там, знаешь, типа вот пузырек такой, чук-чук-чук-чук. Счастливые дни. Даже песня у меня есть такая какая-то. Счастливые дни. Если я вам сейчас скажу «дом», что вы представите сразу? Вот первое. У нас один дом. Да, в деревне грязь. Все-таки не стирается. Почему не стирается? А кто его сотрет? Зачем его стирать, когда вот... Тем более, что я иду с Лизой. Какой дом? Дом – это там, где есть семья. Да. Там, где есть семья. Это другая уже, получается, мобильная версия дома. В смысле мобильная? Везде. Я так все время слышу каждый раз об этом доме и все такое. Мне не дают это все забыть. Почему? Стоит и стоит себе. И почему они решили, что мы должны его продать? Все. Во-первых, и не дадут продать. Вы верите, что вы однажды туда вернетесь? Я вообще не загадываю этого. Живем дальше. Я думаю, что вот дети когда-нибудь посетят дом. Сделают там музей любви. Фотографий много. Не бесплатный. Вход будет небольшие деньги, да, Лиз? Материнство, которое там в 20 лет, и материнство, которое в 60, они чем отличаются, если не брать в расчет возраст? Наверное, все-таки возрастом и отличается, потому что ты больше ценишь эти моменты. Ты никуда не спешишь. Ты все сделал, понимаешь, и ты целиком и полностью можешь отдать себя детям. У Кристины, ей тяжело было, потому что, несмотря на мою любовь к ней, я ее как-то воспитывала так, чтобы она, не дай бог, если что со мной случится, я же летала туда-сюда, чтобы она не травмирована была, знала, что нужно продолжать жить, делать и все. Иначе тогда что? Я зря тебя любила, что ты такой слабый-то человек, что я на небесах послежу за этим и буду радоваться. То есть вы вот так вот? А как без этого? Это как-то слишком дальновидно. Понимаешь, у меня были случаи в жизни, когда в школьное время у меня перед глазами стоят, что когда умирала мама у одного мальчика, он был так к ней привязан, что он чуть не покончил с собой, он перестал ходить в школу. И я, и его ровесница говорила ему: как ты можешь так подвести маму? Она же все равно жива, другая жизнь у нее сейчас, она видит тебя. Ну что ж ты ее так огорчить-то должен? Мы же не знаем, как там все. Я знаю только одно, что мама это видит и слышит, и чувствует это. Разве можно так? И он как прозрел. Он прям такой говорит: мам, все, все. Я не могу, когда вспоминаю это, у меня прям слезы наворачиваются на глаза.
И вы решили вот этот опыт перенести на свою жизнь? Да, больше на Кристину, так скажем, потому что... Но и здесь тоже я им всегда говорю, что есть я, нет меня, потому что я должна знать, что вы, как я говорю, я должна успеть все вам сказать, как надо жить. То есть он говорит, что ты нудишь? А я говорю, я должна успеть. Так что нет, мы спокойно на эту тему разговариваем. И это даже продляет мне жизнь. Я какая-то более спокойная. А ну вообще вы смерти боитесь? Нет. Почему я должна ее бояться? Нет. Я не хочу быть немощной, и не хочу, чтобы были страшные боли какие-то. Вот это я не люблю. А так что? Я бы хотела, мало ли чего я хочу, но красиво, в глубокой старости среди своих близких и любимых погаснуть, как свеча. Красиво? Очень. Вот. Так и будет. И чтобы какая музыка звучала? Только не свои песни. Нет. Зачем? Ну, а какая вот правда? Ну, реквием Моцарта, не знаю, там что-нибудь такое. Ого! А что? О, ля кремозо! Да, круто. Я думаю, что вот так рай выглядит. Да, как будто бы так божественно. Божественно. Да. Видишь, это преломление света просто. А вы что думаете, что после смерти? Жизнь. Какая? Новая. А ты сомневалась? А я не знаю. Никто не знает. Никто же не Никто возвращался. не знает, но... А знаешь, когда я очень хочу, чтобы было так, оно и будет. Потому что у меня даже сомнений нет, что душа бессмертна. И, короче, разберемся там. Мне кажется, что иначе было бы... Я тебе записочку пришлю. Скажу, что там. Что самое главное в жизни-то оказалось? Любовь, конечно. Причем Семья. она... Семья, любовь поклонников, зрителей. Это все. Любовь – это Бог, это все, понимаешь? И если это есть, то это счастье, конечно. А какие-то непрощенные вещи, незавершенные обиды остались у вас? Нет. А как можно отомстить? Это просто не быть похожими на них. Это хороший способ отомстить. Не быть похожими на них, и все. Жизнь прекрасна, честно говоря, в любых проявлениях своих. Она прекрасна и в горе, и во всем, потому что ты осознаешь, что это даже какая-то душевная травма заставляет тебя обороняться от нее, и ты постепенно становишься сильней, сильней и сильней. А вы сейчас связь со своей аудиторией, как вы ее себе представляете, не потеряли? Если бы вы могли, что-то им сказать людям, которые в России вас любят по-прежнему, и которые, между прочим, ходят в каком-то смысле под статью, теперь, помните, собирались ввести уголовное наказание за прослушивание ваших песен? Бей своих, чтоб чужие боялись. А обратиться к своей аудитории я могу только сказать спасибо вам за счастье общения с вами. Спасибо вам за взаимную любовь и поддержку за все годы, за все эти полвека. Спасибо вам, что вы и сейчас рядом со мной. И не надо мне даже говорить, молчите, я это знаю. Тяжело. Я их люблю. Я их люблю и страдаю из-за них. Потому что за них, понимаешь, переживаю. Как это они так живут. Им скажут, что вот это хорошо. Они гордятся этим. Истории не знают. Гордятся историей. Не знают как-то у нас там, что с медициной, что лекарств нет. Они гордятся здравоохранением. Вот это показушное все, это, конечно, трагедия, трагедия. Мы да. Ребята, научитесь говорить правду. Научитесь стремиться к хорошему, к доброму, красивому. Ничего не надо разрушать, надо созидать. Надо молиться на мир, а не смаковать войну. И не надо думать о плохом и плохо о людях, если вы их не знаете. А анекдот в советские времена ходил, не сегодняшний. Объявили по всей стране всем в 10 утра быть на Красной площади. А что такое? Вешать будем всех. Вопросы есть? Есть. Что за вопрос? Веревки свои приносить или выдавать будут? Вот.
Понимаешь? Вот такой терпеливый народ на все готов. Выберите, пожалуйста, справедливость или милосердие? Справедливость. Потому что это и есть милосердие, понимаешь? Как ты можешь быть милосердным, если ты несправедлив? Для меня это не выбор. Справедливость и милосердие в одном ряду. Свобода или безопасность? Свобода, конечно. Но опять же, свобода, та, которой ты чувствуешь, что это твоя свобода в опасности, то элемент желания обезопасить свою свободу, конечно, есть. Видишь, я не могу так вот выбирать. Я человек нюансов. Для меня очень важно, как для художницы Луизы Эльбер, я всегда говорил, что я не певица Алла Пугачева, я художница Луиза Эльбер, художница-авангардистка из провинции Шампань. Мне это как привиделось, так это многие знают, и поклонники знают. Когда выставка? Для того, чтобы она была, надо начать. Но мы с Гариком уже договорились уже. Купим все, попробуем. Правда или безопасность? Опять это опасность, не опасность, все опасность. Все, что правильно, и справедливость, и там, счастье, и безопасность, это все вещи, к которым надо стремиться, а не делать выбор. Как можно выбрать что-то? Ну, это самый страшный вопрос. Родина или истина? Родина. А там, где Родина, надо иметь истину, чтобы ее не запрещали. Понимаешь? Это важно. Куда от истины денешься? Так что Родина подождет, конечно. Даже если не дождется меня, пусть знает, что я всем сердцем любила Россию. Люблю. И... Ну и потом скажу. Просто настроение. Когда у меня грустное настроение, то я грустное что-нибудь. Само льется, понимаешь? Ничего не надо играть по нотам. Всех любила, так мне так нравилось все. И я не могу в свое сердце держать какую-то месть, ненависть, потому что это очень плохо. На здоровье, на психику. Так что и никому не советую. Радоваться надо, радоваться. Каждому мигу этой жизни. Пойди, знаешь, что завтра будет. И, конечно же, за эти годы, если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то большей награды для себя я и не желаю. Не беспокойся, что с тобой. Я спокойна, как никогда. Просто мне приснился бой. В нем ты вынес меня из огня. Не беспокойся за меня. Я готова к любой судьбе. Богом данное не поменять, и нельзя изменить себе. Видишь крылья за спиной, я всегда лечу на свет, потому что мне другой дороги нет. Видишь крылья за спиной, я не брошусь камнем вниз, потому что я живу на бис. Не беспокойся, я живу на бис.